Думали ли вы когда-нибудь, что вы станете специалистом по доносам? По монгольской степи, на закате или на рассвете, на четвереньках ползут 3 гигантских Микки Мауса, пряча ружье. Люди будут врать, если другие будут тоже врать. Желание человека согласиться с решениями группы, это помогает выжить, понимаете? Менструальную кровь капнуть в пиво. У них есть 2 цели в жизни – политика и секс. Кто такие русские? Кто ест салат оливье? Поскольку они не знают, когда именно на них упадет взгляд надзирателя, вынуждены все время вести себя идеально. Семиотические партизаны, они не поезда подрывают, они подрывают смысл изнутри. Компьютерный мастер большими буквами не придет, потому что его забрали на войну. В одной и той же группе будут те, кто проявит крайний альтруизм и крайнюю жестокость. Люди способны на любые действия, если они захотят. Ну, вы человек пуганный. Вам уже, мне кажется, никакие съемки не страшны в этой жизни. Кроме съемки оперативников на митинге. Когда тебе эшник лезет камерой в лицо, это неприятно. Здесь, в Париже? Ну, здесь, в Париже, иногда появлялись раньше на антивоенных митингах, такие тоже стриженные под бобрик, сотрудники посольства с камерами. Вообще на митингах в Москве очень было популярное занятие. Тоже как-то забываться, наверное, стало. Какие-то вещи забываются, какие-то остаются. Такое травматичное ощущение, что вот сейчас тебя поймают, выцепят. Мы часто шутим, что мы ходим здесь на антивоенные митинги и приходим, как бы никто тебя не бьет дубинкой. Не надо постоянно смотреть на 4 стороны, где ОМОНовцы. Не надо сразу намечать пути к отступлению. Не надо выискать переулки, где прятаться. Не нужно в кармане иметь ксерокс паспорта, если тебя задержат. Этого всего как бы нету. И ощущение какой-то пустоты, потому что когда ты в Москве идешь на митинг, ты готовишься. Бутылочку с водой, документы, книжку почитать толстую желательно в автозаке и потом в отделении. Выучишь наизусть телефона ВД-инфо, телефоны знакомых, берешь с собой какой-нибудь старый телефон, прячешь его где-нибудь в носке. То есть готовишься как к полету в космос. А здесь ты просто идешь на митинг покричать, познакомиться с друзьями. А имеет вообще смысл ходить на антивоенные или антигосударственно-российские митинги за границей? Понимаете, что делает группу людей между собой незнакомых, сообществом? Какое-нибудь коллективное действие. Великий французский социолог Эмиль Дюркгейм писал, что вот как бы люди делают одно действие, какое-то ритуальное, оно вырабатывает у них коллективные эмоции, которые объединяют незнакомых людей и делают из незнакомых людей сообщество. Так, собственно говоря, возникала человеческая цивилизация, когда вот были группы охотников собирать между собой знакомых. Ну, они как бы управляются, потому что ты всех друг друга знаешь. А когда группы становятся большими, ты их не знаешь. И единственный способ объединить людей, чтобы они делали что-то одно, это с помощью ритуалов, каких-нибудь совместных действий и выработки коллективных эмоций, которые тебя объединяют. Поэтому, чтобы люди почувствовали себя сообществом, не просто, что вот уехавшие Вася, Петя и Саша. Чтобы они, Саша, Петя и Вася, почувствовали себя сообществом, надо, чтобы они делали какое-то коллективное действие. Ходили вместе, там, не знаю, мусор убирать, как это делают в Черногории, например, помогать в хосписах, помогать беженцам, делать какую-то совместную акцию. И то, если ходить на митинги, всегда полезно. Потому что такие действия, неважно, какая политическая цель, она всегда объединяет. А зачем русскому сообществу за границей объединяться? Потому что человеку комфортнее жить, чувствуя, что он среди единомышленников. Это уменьшает ощущение травмы и держит тебя. Но не мешает ли это интеграции человека в сообщество той страны, в которую он приехал? У любого человека, даже у француза, всю свою жизнь прожившего во Франции, у него тоже есть свои сообщества, свои маленькие группы, которым он хочет принадлежать. Свой кружок библиотекарей, свой кружок одноклассников, с которым он вместе учился, своя деревня, куда он ездит отдыхать. И принадлежность к этим сообществам делает нас счастливыми, делает нас уверенными в себе. А когда мы уезжаем, мы это теряем. Поэтому любые коллективные действия хороши. Тем более, если у них есть какая-то позитивная повестка, хотя бы за все хорошее против всего плохого. Этого достаточно? Этого достаточно. Саша, вы один из самых известных российских антропологов. С точки зрения изучения людей вот здесь и сейчас, вы, наверное, самый цитируемый и самый известный ученый. С этой точки зрения я и хотела бы с вами поговорить. Но для того, чтобы этот разговор был как-то в рамках терминов, давайте я сразу задам такие терминологические вопросы, теоретические. Что такое антропология?
Антропология – это наука, которая изучает людей. Есть антропология физическая или эволюционная, которая изучает развитие человека как вида биологического. А есть наука социальная антропология или культурная в разных странах по-разному, которая изучает развитие человеческих обществ в динамике. Правда, что вы начали интересоваться антропологией в школе, чтобы понять, как вам подружиться с одноклассниками? Да. Тогда не такое слово, я только тогда не знала. Я очень плохо говорила. Вы заикались? Заикалась, у меня была такая дислексия, я проглатывала слоги, меняла слоги местами, у меня была каша во рту. Была очень странной девочкой-задротом, еще косила на один глаз, хромала на ногу. Ну, короче, в общем, полный набор. Девочки-квазимоды. Понятно, что с такой девочкой мало кто будет дружить. Я очень любила читать, я читала очень много про путешествия, мне это все очень нравилось. Я все время как бы куда-то уносилась, но при этом я понимала, что если я хочу заслужить любовь или, по крайней мере, интерес одноклассников, мне надо как-то привлекать себя. Я, помню, мучительно записывала разные шутки и выучивала их наизусть. В классе, кажется, в 6 и 7 у меня был такой как бы бзик, что вот надо уметь как-то разговор поддерживать. И так я и училась. А потом я пошла в хороший, очень мой любимый гуманитарный лицей Воробьёвы горы. И меня там все любили, я тоже всех любила. И все мое заикание сошло на нет к 11 классу. То есть у вас заикание было от зажима? Вроде как. У меня было такое неврологическое заикание, и я, как бы просто меня любили, ко мне хорошо относились учителя, мне разрешали рисовать схемки ответов, я могла как-то подсматривать в нее, и постепенно это все выровнялось, хотя я до сих пор очень плохо говорю. Я ненавижу публичные выступления, просто ненавижу. И ровно по этой причине я завела телеграм-канал «Незанимательная антропология». Когда я жила на Кубе со вторым мужем кубинцем, я решила, что я буду как-то писать такие короткие истории, пытаться сама себя что-то рассказывать типа в 3 абзацах. Очень коротко, очень четко, желательно весело, желательно просто, чтобы все меня понимали. Мое как бы глубокое убеждение, что наука она не должна замыкаться в себе. Поэтому я считала всегда, что я должна говорить просто. Стараться объяснять так, чтобы меня поняли, все более-менее умеющие читать. Вы вот сейчас про меня сказали неправильную вещь, что я там типа очень известная. На самом деле нифига не известная. Есть очень сильно известные антропологи в России, которые действительно котируются в научном сообществе. Просто я много трынжу. У специалиста по древнекитайской поэзии есть гораздо меньше поводов что-то прокомментировать в СМИ. Что вы делаете в Париже? Я здесь получила стипендию «Ученый в опасности» и 2 года работала как антрополог. У меня первый раз в жизни появилась бумажка, на которой написано, что я социальный антрополог. И потом я получила позицию в École Normale Supérieure. Это одна из самых престижных высших учебных заведений Франции. И там я преподаю антропологию. «Ученый в опасности» – это специальная стипендия, которая была придумана во время Второй мировой войны. Придумал ее фонд Рокфеллера. Специально для ученых, которые бегут из стран, которые находятся под нацистами. И, в частности, получатель этой стипендии, один из первых, был невероятно известный французский антрополог Клод Левистрос. Он бежал из Франции, потому что он еврей, и его, естественно, отовсюду уволили, когда Франция была захвачена, капитулировала, и из-за новых законов Виши российских все евреи должны были быть вычеркнутый из жизни, он бежал. Он ехал на торговом судне, как карго, в Бразилию. Потом оттуда перебрался в Америку, где получил эту стипендию. И вот я, когда это все это читала в детстве, я думала, что это все, прекрасная страница истории, она никогда не повторится. Но вот началась война, и мы все оказываемся получателями вот этой вот стипендии «Ученый в опасности». Вы в Париже уже себя чувствуете дома? Да, я стала к нему привыкать. Вот уже последний год, возвращаясь из разных поездок, я называю все чаще Париж домом, а не местом временной иммиграции. И вы уже на себя примерили и приняли слово «иммиграция»? Никаких релокаций больше? Знаете, есть причина, почему люди выбирают слово «релокант», а не «иммигрант». Потому что иммигрант слово, которое значит, что человек уехал навсегда. Его либо выгнали, либо он сам уехал, но он разорвал связи с родиной.
А слово «иммигрант» – тяжелая политическая история, мы эту историю чувствуем. А слово «релокант» вообще-то означает технический термин, которым так называли сотрудников компании. Компании перевозят свой офис, там, не знаю, из Москвы, там, не знаю, куда-нибудь, и предлагают сотрудникам переехать. Это релоканты, то есть их релоцируют, перевозят. Люди, называя себя релокантами, хотят верить, что они вернутся, что это временно, что мы на самом деле вот не те иммигранты, которые там жили на чемоданах в 20-е годы и все мечтали вернуться обратно в Россию, когда нас освободить от большевиков. Нет, мы не такие. Вот мы релоканты, мы переехали, но, может быть, мы вернемся. И вот это постоянное изобретение нового слова показывает, что люди хотят себя мыслить чем-то другим, чем кучка иммигрантов, многие из которых прожили всю жизнь, надеясь вернуться. Они себя обманывают, получается. Человек всегда и везде себя обманывает. Но мне по-прежнему нравится слово «иммигрант». Мне кажется, что бессмысленно наводить тень на плетень. Вот этот мейкап, он никак не поможет. Мы в эмиграции. И это такая же политическая эмиграция, как была 50 лет назад, как была в 20-е годы 20 века, как у французов была политическая иммиграция после французской революции и прочее. Плакать вы перестали? Когда смотрю какой-нибудь тяжелый репортаж, вот я посмотрела вчера ваш разговор с дезертирами. Вот прямо мне захотелось сильно плакать, да, это был тяжелый разговор. А я имею в виду по родине плакать? Нет. Я плачу, когда я вижу, какие действия наша Родина приносит другим странам. Вот это, да, тяжело. А по родине, в каком-то смысле моя Родина, она со мной. Я жутко ценю, когда приезжают сюда мои друзья, когда я нахожу новых людей, с которыми начинаю дружить. Мой муж прекрасный придумал отличное выражение «Россия в облаке». Кто-то живет в Черногории, кто-то в Берлине, кто-то в Аргентине, и она вся в облаке, но она все равно существует. А можно говорить о том, что мы просто пока шли сюда, вы сказали, что вы со своим мужем познакомились здесь в эмиграции и вышли замуж? Да, почему нет? Эмиграция же сильно влияет на жизнь людей, в том плане, что я наблюдала вокруг себя, как антрополог, как вынужденные эмигрировать, люди женились, брали или наоборот уезжали огромными семьями, беря с собой бывшую жену, нового мужа бывшей жены, всех детей, всех родителей, всех бывших и новых супругов. И складывается то, что антропологи называют расширенные семьи. Обратите внимание, как только случилась чрезвычайная ситуация, социальная катастрофа, люди, чтобы эмигрировать, начали образовывать в том числе расширенные семьи, потому что на расширенной семье на новом месте легче. Кто-то будет за детьми смотреть, кто-то будет работу искать, снять квартиру одну большую впятером легче, чем на самом деле двоим. Так вот, я смеялась над этим. И дальше я поехала преподавать в детский лагерь Марабу. Это был апрель 22 года. Я уже оказалась в эмиграции, вообще без денег. Я эмигрировала случайным образом. Я была на борту самолета, когда началась война. Я летела из отпуска в Мексике. И самолет сел во Франкфурте, я из него вышла 25 утром февраля, бомбежки, у меня рюкзачок 7 килограмм, мой самолет в Москву отменился, я на это все посмотрела, вышла и осталась у друзей. Больше никогда не возвращалась? Больше никогда не возвращалась. И через несколько недель я поехала в детский лагерь Марабу преподавать там антропологию детям. И туда приехал мой муж, будущий муж, который тоже решил эмигрировать идейно. И он туда приехал и работал там психологом. Так мы и познакомились. И ровно через год, в те же даты, мы поженились. Как антропология описывает такую возможность личного счастья на фоне общественного несчастья? А любовь – это способ конечно, спасения? Любовь – это спасение. Выжить вдвоем гораздо проще, чем выжить в одиночку. Если мы выжили в Москве, если бы там было бы все хорошо, то, может, мы как-то встречались бы, думали, у каждого своя квартира, какой-то есть комфорт, как-то жизнь налажена. Может быть, мы так и не поженились, или поженились не так быстро. Но в ситуации чрезвычайности вдвоем выживать гораздо лучше. И, в общем, мы поженились, я совершенно об этом не жалею, и думаю, что Юра тоже. Это музей человека. И здесь все посвящено тому самому вопросу, по которому мы с вами и собрались. Как человек стал таким, каким он стал сейчас, и мог ли он стать другим? Да, и современный музей, в котором мы находимся, он вообще сделан был в
1937 году. Здесь была в Париже выставка знаменитая, и как некое достояние, как некоторый специальный место, где можно показывать, как человек меняется. И в изначальном замысле, конечно, вершиной всего этого был белый человек, белый современный европеец. Сейчас, конечно, концепция изменилась. Но вообще Франция – это одна из самых первых мест наряду. Вот Франция, Англия и США. Это вот три места, где как бы зародилась наука антропология, которая вообще изначально, недаром ее называли в советское время служанкой колониальной политики. Это абсолютная правда, потому что антропология, в общем, была прикладной наукой, и смысл такой социальной антропологии было изучать, как взаимодействовать с покоренными народами, как взаимодействовать с колониями. Потому что идея, что вот можно воевать, стрелять людьми из пушек, как-то уже не очень хорошо. Надо как-то с людьми взаимодействовать. Надо понимать, почему они там, и почему им не нравятся школы, магазины, почему они их там громят, почему они отказываются торговать, почему они отказываются принимать лекарства. Проблема актуальная до сих пор в Африке. И как бы антрополог как раз таким человеком, который вот едет в это племя, сидит там много месяцев, изучает жизнь изнутри и пытается понять, как думают эти люди. Для того, чтобы потом эту точку зрения как-то изложить колониальным администраторам и найти точки соприкосновения. А есть антропология эволюционная. Это изучение человека как биологического вида. То есть эволюция. И это две, на самом деле, науки, они как бы стали расходиться, начиная с XIX века. И сейчас, например, в России как бы дается образование. Физическую антропологию ты можешь поизучать, пойдя на биофак, а социальную антропологию ты можешь поизучать, пойдя на исторический факультет. Это, на самом деле, ужасно несправедливо, что эти две ветки, они оказались вот так вот разнесены. Я не имею биологического образования основного, поэтому мне приходилось все это как бы доучивать самой. И вообще-то я закончила историко-филологический факультет, но филологическое отделение. И я занималась фольклористикой. То есть я изучаю, это очень специальная, очень интересная область, как люди распространяют анонимные тексты, клишированные, в которых они рассказывают о себе, о своем сообществе. Некоторых... От анекдотов до доносов. До доносов, да. На моем надгробии можно высечь такую фразу. Саша Архипова изучала все от анекдотов до доносов. Никогда не думала, что это скажу, но в конце концов мой необычный стендап был придуман в Лос-Анджелесе, и пришло время возвращать долги. Да, я отправляюсь в большой тур по Америке и Канаде. Сан-Франциско, Сан-Рафаэль, Лос-Анджелес, Сиэтл, потом канадский Торонто, Монреаль, а потом 13 февраля Бостон. Полный список городов и даты вот здесь, а билеты по ссылке. Увидимся! Думали ли вы когда-нибудь, что вы станете специалистом по доносам? Строго говоря, я не являюсь специалистом по доносам, но просто я считаю, что многие вещи надо изучать, пока они происходят, потому что иначе через 20 лет, через 200 лет сложится ситуация, когда кто-то хочет этим заняться, а материала нет. У меня есть неприятная привычка, раздражающая многих. Я как бы на любые там события начинаю заводить базу данных, Папочку. экселевскую табличку, и там начинаю ставить единички, нули, там, отмечать. В 90% случаев это работа впустую. Потому что, все это растворилось, не стало важным, никуда не пошло, я ничего не написала. Но данные есть. С доносами это как раз ситуация оказалась, что в ситуации пан или пропал, выяснилось, что это был пан. То есть я занималась доносами Анны Коробковой, я собирала. Почему вы занимались доносами именно Анны Коробковой? Потому что в сентябре или в октябре 22 года выяснилось, что она написала мне донос. А как вы это выяснили? Друг друга мне его показал. То есть она на вас написала донос куда? В РАНХИКС. Но на самом деле потом такой же донос пришел в РГГУ, и, в общем, как потом выяснилось, она написала на меня 7 доносов. И я читала этот текст, он довольно забавный, очень специфический по языку. Дальше я читала одному коллеге, он посмотрел на меня, вынул такой же донос и прочитал на другого человека. И дальше я поняла, что это человек серийный, то есть он пишет доносы на многих. Это мои коллеги, это люди, работающие в вузах,
те, которые открывают рот и выступают в СМИ, на самом деле почти по любому поводу. И я дальше кинула клич через свой телеграм-канал, и тут выяснилось, что это серийная доносчица. И я начала когда собирать. Человек пишет донос, он должен написать там свои паспортные данные в шапке этого доноса? Удивительным образом нет. И какие-то там контактную информацию? Удивительным образом нет. Там есть ее имя внизу всегда, и есть e-mail Анна Коробкова, @list.ru. И все. Это как бы... То есть идентифицировать этого человека даже у правоохранительных органов нет ни возможности, ни, возможно, желания. У правоохранительных органов полно возможностей найти человека. Есть возможности проверить, на какой e-mail, на какой телефон зарегистрирован этот e-mail. Это мы с вами не можем сделать, они могут. Но никакой попытки верификации Анны Коробковой я не слышала. Вы меня спрашиваете, почему ее? Я собирала и другие доносы. Но просто Анна Коробкова мне казалась интересным кейсом, потому что я ее называла миссионер. Потому что одни доносы, я их называю обиженные, это когда люди пишут доносы политические с целью получить какую-то эмоциональную, материальную выгоду. То есть, вот, например, поругались 2 человека на пляже в Севастополе, сильно поругались по поводу Украины. Один пошел, на другого написал донос в ФСБ. Таких случаев довольно много. То есть вот как бы конкретного человека наказываешь. А Анна Коробкова не наказывала конкретного человека, она чувствовала миссию. Она хотела вот как бы помочь. Мы таких случаев знаем много. Есть как бы Бородин, есть один популярный деятель в Ростове-на-Дону. То есть их как бы много людей таких, которые как бы вот считают своей миссией отслеживать и публично сообщать о всяких проступках со стороны, ну, скажем, творческой интеллигенции. Но Анна Коробкова, в отличие от всех остальных 9 человек, она явно писала под псевдонимом. Что значит явно? Ну, и никто не мог найти. Она же писала на экспертов разных СМИ, на эти СМИ. Она писала на адвокатов. Все журналисты, адвокаты, все ее искали, никто не мог ее найти. С ней связывались самые разные команды журналистов, начиная от Вашингтон-Пост и Нью-Йорк Таймс и заканчивая, там, не знаю, Дождем, например. И каждый раз она говорила, что типа я не буду с вами разговаривать по Зуму, я буду только письменно отвечать. Все хором говорили, что не существует никакой Анны Коробковой, что это отдел КГБ пишет, ФСБ. Что вот они сидят как бы и под одним именем, коллективным пен-нейм таким, пишут эти доносы. Это вообще уж безумие. И все в этом уверяли. И за этим стоит некоторое вот, знаете, такое желание российской интеллигенции считать, что вот народ хороший, а нам противостоит злое ФСБ. А народ, в принципе, хороший и на такие действия не способен. Люди способны на любые действия, если они захотят. Поэтому мне казалось, эта конструкция слишком сложной, слишком неправильной и искажающая наше представление о действительности. Поэтому, когда я стала интересоваться доносчиками, как вот современным механизмом, я стала методично собирать базу данных по клеточкам, по клеточкам, по клеточкам. А мы, фольклористы, специалисты по анонимным текстам, мы умеем как бы собирать базы данных. Вот это то, чего нас учат. Что надо собирать тексты, сравнивать, смотреть вариативность. И я собирала доносы Анны Коробковой, смотрела вариативность. Ну, там довольно быстро. Вариативность, в смысле, чем отличаются ее разные тексты? Да, чем разные тексты отличаются. То есть я собрала ее письма журналистам многочисленные, ее доносы, ее письма с угрозами. Она еще писала разным людям и угрожала им, что если они будут выступать на Дожде, она на них донесет в полицию, и этому человеку придется плохо. Там, когда началась волна признаний иноагентами, Анна Коробкова начала, значит, писать на разных людей, которые активничают в СМИ, чтобы их признали иноагентами. Когда меня признали иноагентом, Анна Коробкова написала мне трогательнейшее письмо, что это не она меня сделала иноагентом. Кстати, я переписывала с Анной Коробковой, что вот «Здравствуйте, меня зовут Александра Архипова, я изучаю реакцию людей на события в России, не хочет ли она дать мне интервью?» И она написала мне большой-большой ответ, и после этого, даже когда я стала молчать, она все равно писала мне большие письма. И это все пошло в дело. То есть у меня как бы вот есть много-много-много текстиков. Ну и дальше была первая гипотеза, понять ли один ли человек. Я познакомилась с таким прекрасным лингвистом Данис Каринкиным. Он количественный лингвист. Мы с ним проверили тексты Коробковой стилометрическим методом. То есть у каждого человека есть такой уникальный, в кавычках, почерк. То есть мы все используем всякие служебные слова «а», «и», «же», «ну».
определенным образом. У каждого из нас есть такой специфический рисунок, как мы расставляем запятые, служебные слова, всякие обороты. Изменить это очень сложно. Поэтому у нас большой текст от человека А и большой текст от человека Б, то мы можем как бы сравнить стилометрический рисунок, посмотреть, написаны ли они одним лицом или нет. Известная история, что лингвисты, стилометристы, прочитав роман под псевдонимом Страйка, доказали, что этот роман написан Джоан Роулинг. И мы в Дании сравнили стилометрию, сравнили формулы, которые повторяются у Коробковой в разных письмах, и стало понятно, что это один человек. А вы эти письма не пробовали, ко всему прочему, отдать на психолого-психиатрическую экспертизу, потому что все-таки есть ощущение, что человек, который так продуктивен в доносах, возможно, не совсем психически здоров. Понимаете, все психиатры всегда говорят в таких случаях, что мы не делаем аборт по телефону, мы не ставим заочно диагноз по тексту. И в этом случае я показала письма одному психиатру, и Иосиф сказал, что нет, то есть он не может не видеть человека, поставить диагноз по письмам. Это так не бывает. А дальше я постепенно подкапливала информацию про Анну Коробкову. Занималась-то и не только ею. Понимаете, я вообще занималась жанром доносов, как он устроен. Что было дальше? А дальше я понимала, что Анна Коробкова живет в Екатеринбурге, что она ходит в Ельцин-центр. Как вы это понимали? Во-первых, Анна Коробкова про себя рассказала, что она живет в большом городе, миллионники, это не Москва и не Питер. Дальше в одном из писем мне она говорила, что вы там либералы, я вас всех слушала, и Екатерину Шульман слушала, и того-то слушала, и сего-то, там много было имен. И практически единственное место, где она могла это все послушать, это Ельцин-центр. Угу. Потом она рассказывала, как она борется с партией «Новые люди», которая взяла девизом «Доносы», про борьбу с доносами, и тоже упомянула Екатеринбург. У Анны Коробковой был набор этих формул. Давайте мы договоримся, что такое формула. Формула – это набор слов с легкой заменой, с легкой вариативностью, которые встречаются в одном и том же месте текста или в одном и том же месте строки, если мы говорим про поэзию. И у Коробковой из письма в письмо встречались одни и те же формулы. Самая известная ее формула, которая ее и выдала в результате, это формула «я против любого нарушения закона», которая всегда идет в начале любого доноса Анны Коробковой. Казалось бы, что все слова очень частотные, все слова такие обычные, мы их встречаем везде. Но если вы наберете эту фразу до выхода моего расследования, вы обнаружите, что там на самом деле эта фраза, Google видит ее 20 раз. И в основном это цитаты из писем Коробковой, которые проникли в СМИ. Это редкая фраза. В национальном корпусе русского языка 1 или 2 раза. То есть это редкая фраза. Таких фраз было несколько. Мы называем их формулами. И дальше, собственно говоря, я ждала, что когда-нибудь, где-нибудь всплывет текст, написанный этим же человеком, с этими же формулами. Анна Коробкова писала очень длинные письма, очень подробные доносы. Это значит, что он или она привык порождать большие объемы текста. Значит, что он или она где-то еще наверняка писала текст, какие-нибудь жалобы, какие-нибудь, не знаю, какие-нибудь пособия для студентов, какие-нибудь методички, какие-нибудь журналистские статьи, что-нибудь. Потому что вы все еще уверены, что это она, потому что Анна Коробкова. Или у вас были сомнения сразу по поводу половой принадлежности? У меня сомнения про половую принадлежность исчезли, когда Анна Коробкова в одном из писем журналистов написала про себя, что там мой рост там столько-то, не помню сколько, мой вес там столько-то, очень большой вес. Какая женщина будет при себя писать до грамма вес? То есть это очень странная деталь. И мне показалось сразу, что она, скорее всего, это придумала. Но там в ее письмах были такие страстные пассажи про своего деда. То есть чувствовала, что какие-то вещи прямо от души идут. Это все, понимаете, были мои догадки. Проверить это было нельзя. Но Анну Коробкову погубило собственное тщеславие. А она тщеславна. Я готовилась здесь, в Париже, к научной конференции. Должна была рассказывать про ситуацию с доносами. И я решила посмотреть, что последнего писали Анне Коробковой. И я набрала Анна Васильевна Коробкова и увидела статью в Википедии.
которая, во-первых, потрясла меня следующим. Она была очень длинная. Анна Коробкова в этой статье в Википедии представлялась как такой главный победитель всей татаро-монгольской орды. То есть она как бы одна вот в поле войн вышла и победила все СМИ независимые России. Просто все она победила, и всех иноагентов она победила, и вообще всех победила. И там было много сканов, скриншотов, сканов, ответов госорганов на ее доносы. Они туда на Листру отвечали? Ну, это ее адрес, да. Вы знаете, в принципе, если ты пишешь жалобу, то тебе ответят. Так работает наша бюрократия российская. Это был второй подозрительный момент. Вот, ну, как бы эти ответы они не являются публичными, понимаете? Какой фанат Анны Коробковой может их найти? Как это найти? Вот. А третья, с ужасом увидела в этом тексте знакомые мне формулы. И всякие очень такие специфические, как Даня Скоринки их мило называет особенности. Потому что, например, Коробкова там всегда пишет «данное лицо». Такой у нее есть оборот. И там тоже было «данное лицо». Статья в Википедии. Да. Угу. Короче, я посмотрела на это, послала Дане, говорю, сделай телеметрический анализ. Он сравнил статью Коробковой с ее письмами и говорит, очень близки. И тут, я села, начала думать, что делать дальше. И надо узнавать, кто автор. Ну, конечно, может быть, там еще такая гипотеза, очень странная, но тем не менее, что вот кто-то, начитавшись творчества Коробковой, написал все это, может быть, подействовали цитаты из писем журналистов. А там было очень много цитат, которые Коробкова писала из писем журналистов. И мы решили удалить все эти цитаты, удалили и получили тот же самый результат. Тогда у нас утвердилась гипотеза, что автор статьи о Коробковой является Коробковой. И мы посмотрели, кто написал статью. Статью в Википедии написал некий человек под ником Аркадий 2023. И это была его первая статья. Он просто загружал ее всю ночь, 5 октября 2024 года, прям всю ночь. Потом немножко поспал, утром проснулся, продолжил эту работу. Подозрения укрепились. То есть там не было множества, правщиков, которые бы там доставляли из разных мест. Это все делает сам Аркадий. В Википедии всегда можно посмотреть историю правок. Окей, подумали мы. Что нам делать дальше? Дальше я нашла одного коллегу, который пожелал остаться анонимным, который хорошо разбирается в том, как работает Википедия. И он навел нас на внутренний поиск Википедии, Wikipedia Commons, где можно просто искать по всему чему угодно. В частности, мы выкачали фотографии, которые были в этой статье о Коробковой. Мы посмотрели на метаданные фотографии. И удивительным образом метаданная фотография была сделана не телефоном. Если бы она была сделана телефоном, не было бы никакого нашего с вами разговора. Фотография была сделана фотоаппаратом. Очень старой модели, Panasonic DM, такой старенькая мыльница. Мы посмотрели по поиску Wikicommons, кто еще загружал фотографии, сделанные той же моделью фотоаппарата. И получили ровно одно имя. Иван Николаевич Абатуров. Иван Николаевич Абатуров родился в 1985 году, как и Коробкова. Иван Николаевич Абатуров из Екатеринбурга. Коробкова из Екатеринбурга. Иван Николаевич Абатуров, он такой неудавшийся, он считает себя журналистом, и его настоящая страсть Википедия. Он очень много писал и правил статей про сталинские репрессии, про общение СССР с разными странами. И еще он вел такой жанр очень странный – вики-репортажи, когда там человек описывает какие-то события. И вот этот Абатуров написал этих репортажей за 3 года 550. То есть он явно графоман в смысле, что он очень много пишет. И посмотрев на этот корпус, мы увидели огромное количество наших родных формул. Формул из доносов Коробковой. Но это еще не все. Мы стали узнавать, а каким образом Абатуров стал Аркадием 2023. Он был такой кляузник и доносчик, перекселянс. Вот он этим занимался всегда. Например, в 2014, в 2015, в 2016 году он пишет безумное количество жалоб на сайт правительства РФ. Там висит официальный блог Матвиенки. И он под ним вот такого размера, вот я не шучу, там на 4-5 больших абзацев текст. И там постоянно встречаются формулы «я против любого нарушения законов». Каждый из них. Кстати, в вики-репортаже тоже это встречается.
И дальше выясняется следующее, что летом 22 года Абатуров Иван Николаевич пишет донос на издательство «Нестор. История», где выходят исторические книжки, очень хорошие. И там выходила переводная книжка про репрессии в Румынии. И он как бы написал донос на эту книгу и на это издательство, что они фальсифицируют историю. Полиция пришла разбираться в издательство. Так издатель узнал про донос, а поскольку донос был подписан именем Ивана Николаевича Абатуров, он про это тогда написал пост. И об этом узнали википедисты. Википедисты устроили Абатурову страшный скандал. Ему грозил вечный бан. И после этого он испугался писать доносы под своим именем. Как бы не в полицию. В полицию, кстати, он продолжал писать под своим именем. А вовне он стал писать, вовне города и вовне силовых структур, он начал писать под именем Анна Коробкова. Почему Анна Коробкова? Этого я не знаю. Осенью 22 года рождается, как и вот и в пене доносов, рождается Анна Коробкова, которая везде пишет доносы. Издательство «Нестор. История» получило донос, написанный Абатуровым Иваном Николаевичем, подписанный им. И положив рядом два текста «Мой донос» и донос Абатурова, то есть донос на меня, написанный Коробковой, и донос Абатурова на издательство «Нестор. История», видишь, что это просто как бы невероятно близкие тексты, где все формулы стоят в тех же самых местах. Вот как в начале «Я против любого нарушения закона». То есть структура текста одна и та же. То есть он как бы создал себе в голове донос и по нему всегда действовал. И дальше мы сравнивали доносы, подписанные Абатуровым, доносы, подписанные Коробковой, и мы убеждались все больше и больше, что они как бы вот написаны одним и тем же человеком. Дальше мы нашли еще миллион разных красивых мелких доказательств. Например, рассказ Абатурова о своем деде. Мы выкачали весь его ВКонтакт. 1500 статей. Сделали из этих постов ВКонтакте корпус. То есть был корпус текстов Абатурова ВКонтакта, корпус текстов Абатурова из репортажей, корпус текстов Абатурова из жалоб на сайте правительства РФ. Все это такие подкорпуса, мы все сравнивали, убедились, что как бы безумное количество совпадений. Сравнили это с другими доносами, взяли еще корпус доносов других людей, сравнили, показали, что с другими доносами сходства нет. И все это отдали в руки журналистам BBC, и они там еще неделю, по-моему, проверяли, выяснили, что IP у Коробкова и у Абатурова один и тот же, внутренний IP. Ну и дальше как бы все стало понятно. Что вам это дало лично? Глубокую научную удовлетворенность. Я говорила, что этот миссионер, который пишет эти письма, это не секретный отдел ФСБ, это просто человек, у которого миссия. И как бы оказалась права. Но мессианство – это психиатрический диагноз. Да нет, это не психиатрический диагноз никакой. Если человек чувствует себя мессией в религиозном смысле, может быть, но здесь у него миссия в том смысле, что он считает, что он должен помочь истребить врагов страны. Такая. Можно сказать, что это обсессия. Он, сам Абатуров, страшно увлечен фигурой доносчика в советское время. Он про это видео выкладывал, под которым смешно сейчас идут подписи «Здравствуйте, Анна Коробкова». Он как бы сам был увлечен вот ролью доносчиков, он считал, что их недооценивают, что это очень важно. Что они санитары леса? Не санитары леса. А еще интересно, что это как бы история про его биографию, что он на самом деле хотел быть преподавателем в ВУЗе. Он очень этого хотел, после того, как он окончил УрФУ, Уральский федеральный университет, он историк. Он очень хотел там работать, его не брали. Потом он пошел в монтажный колледж. В монтажном колледже там была какая-то мутная история с дракой со студентом, и его уволили. И он по этому поводу много написал жалоб. Вот тут вот интересный поворот, как бы фрейдисты бы порадовались, потому что он со своей не сложившейся карьерой вузовского преподавателя, уволенный за драку со студентом, видимо, с волчьим билетом, нигде его в Екатеринбург преподавать не брали, он мстил нам, вузовским преподавателям, более успешным и, как сказать, экспертами в своих областях, в которых мы в роли экспертов в областях мы выступали в СМИ. И при этом Анна Коробкова в этих письмах, его альтер-эго, она была вузовским преподавателем на пенсии. Какие вы чувства испытываете к нему? К нему лично вот просто никаких. Но он донес на очень многих моих друзей. Добился увольнения нескольких людей и как бы писал их работодателям. Многим реально испортил жизнь. Не то чтобы там типа после этого волна доносов не остановится. Конечно, не остановится.
Многие люди вообще не знают про эту историю. Там, доносчик из Симферополя, который строчит на всех своих соседей, он наверняка про эту историю не узнает. Но конкретно этого Ваню Абатурова стоило остановить. Так и не получили же СМИ его комментарии. Да, он написал большой пост ВКонтакте, в котором он отрицал, что он Анна Коробкова. Довольно смешно, потому что длинный пост ровно с теми же формулами, ошибками и синтаксическими странностями, которые допускала Анна Коробкова. То есть как бы он не может писать по-другому. А при этом одновременно на форуме редактор Википедии, пытаясь доказать, что как бы отыграть обратно бан, который он получил вечный, он написал: я же не писал доносы на Википедию, я же ни на кого из википедистов не доносил, поэтому нельзя меня банить за доносы. То есть фактически признался. Вы бы хотели с ним встретиться? Да мне кажется, он не очень приятный человек, если честно. Мне бы хотелось с ним интервью записать, потому что классический антропологический метод работы – это, как и у журналистов, личное интервью. Поговорить с человеком, раскрыть его, понять, какие глубинные мотивы им движут. В этом смысле, конечно, мне бы хотелось с ним поговорить, мне хотелось бы подтвердить свою гипотезу, что на самом деле за этим стоит какое-то глубинное такое недовольство собой и месть всем вузовским преподавателям. А вы бы хотели, чтобы он понес наказание? Он заслужил наказания, по крайней мере, общественного порицания, очень сильного, но в той же мере, в какой заслуживает наказания другие участники этой цепочки. Понимаете, я-то сделала расследование про Батурова, но интересует ли меня эта вся система, которая сложилась вокруг доносов? Почему, например, Вася Пупкин выступил на Deutsche Welle, например. Коробкова пишет об этом донос его директору Петру Ивановичу. Петр Иванович вызывает Васю и говорит: так, тут пришел сигнал, что ты выступал на Deutsche Welle. Ты, пожалуйста, больше не выступай, а не то мне придется тебя уволить. Считай, что ты в этот раз отделался предупреждением. Совершенно реальный разговор. И Вася Пупкин замолкает навсегда. Почему директор на это пошел? А это и есть мой вопрос, с которого мы начали. Насколько эти паттерны оказались рабочими, поступил сигнал. Так говорили в 50-е, в 70-е, в 80-е, в 30-е годы про эти сигналы. Я знаю девушку, у которой мама в Петербурге, разговаривая с ней по Зуму, пишет какие-то важные для них обеих вещи на бумаге, а потом бумажку эту бросает в пиалу с водой, чтобы она растворилась. Так она боится подслушивальщиков. Люди опять стали включать воду, чтобы разговаривать. Да, и люди боятся, как бы чего не вышло. Ситуация меняется очень быстро. Не как бы чего не вышло, они боятся что их подслушают, посадят. Но это сообщество страха и самоцензуры. Нет никаких правил, которые бы запрещал Васе Пупкина выступать на Deutsche Welle. Если СМИ не признана нежелательной организацией, запрета юридического нет. Но, тем не менее, как правило, почти все директора института вызывали и говорили, нет, ты, Вася Пупкин, больше не выступай. То есть они оказывались поборником Батурова. Они могли бы этого не делать. Директор не обязан наказывать своего сотрудника за интервью какому-нибудь СМИ, иноагенту или просто независимому СМИ. Но люди это делали. Вот почему, понимаете? Коробкова написал на нескольких учителей, их уволили. Мы можем говорить, что поведение людей в этих условиях очень похоже на рекуррентный ПТСР. То есть это все уже было, и оно уже на третий заход пошло и снова возвращается. Можно и так сказать, но я просто в таких терминах не размышляю. Мне кажется, не самым важным ответ на вопрос, похож это на советскую систему или не похоже. А мне кажется, важным ответ на вопрос, почему люди так быстро это приняли. Я говорю про чувство собственного достоинства, которое не позволяет тебе вести себя так, как вели себя люди в 30-е годы. Например? Например, не говорить, на тебя поступил сигнал, это же стыдно. Кому-то стыдно, а бюрократу, директору института нет, не стыдно. Он должен как-то на эту ситуацию реагировать. Он считает, что ему нужно институт спасать. Ему не хочется никакого внимания. Чего он боится? Что если Вася Пупкин будет продолжать выступать, то в институт придет полиция. В этом сообществе страха
все как бы строят будущее в мрачных тонах. Это как бы эффект бедной Эльзы. Помните сказку из «Братьев Гримм» про бедную Эльзу, которая должна была выйти замуж за симпатичного парня, и вот как бы уже гости съехались, и вот уже должна была свадьба начаться, и вот мать послала бедную Эльзу в погреб за кувшином пива. Она спускается в погреб, видит там ступеньку, и низкую притолоку, и думает, вот, я сейчас выйду замуж, рожу ребенка, он будет красивым, голубоглазым, ему настанет 7 лет, и вот я пошлю его в погреб за кувшином пива, он спустится, ударится головой, упадет и умрет. Села и заплакала. Вслед туда спустилась мама и, значит, спросила, в чем дело, и бедная Эльза все это рассказала. Вот мама села и заплакала, потом спускается папа, потом там спускаются по очереди все гости, все они слышат эту историю и плачут. Наконец, туда спускается жених, чтобы спросить вообще, что происходит. И когда он услышал всю эту историю, он сказал, да нет никакой проблемы, я никогда на тебе не женюсь, бедная Эльза. Так вот, это эффект бедной Эльзы. Люди планируют свое будущее в абсолютно мрачных тонах. Они считают, что обязательно, если Вася Пупкин будет продолжать выступать, к ним придет полиция обязательно, как бы их накажут, чтобы этого не было, лучше заранее, превентивно наказать Васю Пупкина и запретить ему выступать. Это потому, что у них есть опыт предыдущих 100 лет в России? Или так у всех людей? Ну, у многих этих людей, они довольно молодые, эти директора. Ну, у них же есть эти папы, бабушки, дедушки, в этом смысле, да, прадедушки. у них есть опыт из прошлого, который подсказывает, что так действовать безопасней. Поэтому наравне с Абатуровым виноваты вот эти люди, которые так поступали. Каждый из них думал, что он поступает хорошо. Но именно эти директора институтов, или именно это директора школ, они сделали работу Абатурова возможной. Именно благодаря им он процветал. В многих письмах он цинично сравнивает себя с подводными немецкими лодками. Он говорит, что вот подводные лодки немецкие во время Второй мировой войны, их не было так уж много, но слухи о том, что они появляются внезапно и топят корабли, были так распространены, что конвои боялись выходить из портов. Это правда. Кстати, вот это вот описание навело меня на мысль, что Абатуров, то есть Коробкова, она не юрист, она историк. Ну, и как бы хождение в Ельцин-центр еще больше меня в этом убедило, поэтому я прицельно присматривалась к Ельцин-центру. Он сравнивал свою деятельность с подводной лодкой, чтобы меня все боялись. Он этого в каком-то смысле достиг. Некоторые люди плевали на эти доносы, они их рвали, они их там выкидывали, они там выкладывали их в Facebook и прочее, прочее. А другие, наоборот, боялись. Они не давали мне эти доносы, говорили, нет, Саша, не надо. Или вычеркивали оттуда имена, чтобы никто не знал, что на них донесли. Это такое вот молчание ягнят. То есть как бы люди, на которых донесли, начинают себя вести как жертва домашнего насилия. Они вообще не хотят, чтобы про это кто-то знал. Потому что они думают, что если про это будет известно, как бы последствия будут еще хуже. Что с точки зрения своей профессии вы узнали нового о людях за эти 3 года войны? В принципе, я много чего узнала за эти годы войны, потому что ситуация чрезвычайности подталкивает тебя к очень быстрому развитию. Ну, ты сидишь там в Москве, у тебя есть постоянная работа, у тебя там есть вот книжка, но ты можешь прочитать ее сейчас, но ты, в принципе, можешь прочитать ее через годик, и ничего, в принципе, особо не изменится. Здесь какой-то план на будущее, а здесь плана на будущего нет. Знаете, как новый иммигрант приходит устраиваться на работу, его HR спрашивает, как вы себя видите через 5 дней? Он ему говорит, ну, у вас и горизонт планирования. Но вот когда ты себя не видишь через 5 дней, как бы ты начинаешь хвататься за все. Я, например, сидела в лаборатории антропологии, где была 2 года. Там самая лучшая в мире библиотека антропологическая, знаменитый атлас всех народов мира. База данных электронная. И я прямо погрузилась головой в эту базу данных и читала максимально невероятные экзотические вещи, чтобы максимально уйти от реальности. Это был такой мой личный маленький эскапизм. Там я, например, читала какие-то потрясающие вещи, например, про маленькое государство Ловиду, которое находится в Южной Америке на берегах Лимпомпо. В нем 150 деревень, и там это очень патриархальное государство, там большие семьи, много жен, 1 мужчина, но тем не менее там бывают браки женщин с женщинами. И королева там, она на самом деле король, у нее жены есть. И это, в принципе, очень принято и очень почетно.
Я была просто восхищена этим. И чем больше было страшно вокруг, тем больше я погружалась в какие-то такие вот экзотические для меня вещи. То есть вы не восприняли окружающие вас события как почву для научных изысканий? Нет, я вот в своей какой-то прямой научной деятельности я вот ровно этим всем занимаюсь. И я хочу сказать следующее, что на самом деле вот очень много можно прочитать там про ген рабства у русских, что вот все русские, они... Да-да-да, это очень популярная тема, что вот все русские такие рабы. Это в научных кругах такая тема популярная? Нет, скорее из серии в социальных сетях. или что там вот как бы у всех русский какой-то специальный, хорошо, конформизм. Смягчим выбор слов. Не ген рабов, а специальный конформизм, что-то какая-то изысканная жестокость. На самом деле все это при как бы сложении некоторых обстоятельств может произойти с любой группой людей, к сожалению. Их можно заставить проявить крайнюю жестокость, и они могут проявить также крайний альтруизм. Одни и те же люди? Ну, не уверена, что одни и те же, но как бы в одной и той же группе будут те, кто проявит крайний альтруизм и крайнюю жестокость. И, в принципе, если государство к этому подталкивает, то это все проявляется. Это не то, чтобы какое-то вот очень специфическое поведение именно россиян. Это, в принципе, к сожалению, специфика человеческой природы. А государство, оно как бы подкручивает людей в нужном им направлении. И вся вот это вот то, что мы говорим, нечеловеческая жестокость, омерзительное мародерство, пытки, убийства, это как бы все бывает и в других условиях. Была знаменитая американская очень скандальная история. Тюрьма в Ираке, в которой держались пленные. Там был просто чудовищный конвейер пыток, устроенный американскими солдатами и американскими психологами. Был судебный процесс. Очень скандальный, очень открытый, когда их обвиняли справедливо совершенно в нечеловеческих пытках. И главное, что в этих пытках не было никакого особенного смысла. Попадают туда молодые солдаты, они смотрели на все это, на высокий уровень жестокости, и как бы их порог, одобряемость этой жестокости, он поднимался. И люди соглашались с тем, что происходит, и как бы начинали делать так, потому что вся эта жестокость была социально одобряема. Как только представители власти делают жестокость социально одобряемыми, люди начинают, какая-то часть людей начинает в это вовлекаться. Понятно, что все вот эти разговоры там про ген рабства или ген свободолюбия – это чушь собачья. Но с точки зрения социальной антропологии, как вы считаете, можно ли законами или государственным участием деформировать представление больших сообществ о свободе, о страхе, о допустимом и недопустимом с точки зрения общественной, я имею в виду доносы, и о нормах поведения? Ну, этим занимается любое государство. Но мы про свое государство. То есть вот история России за последние 100 лет. Это история гражданской войны, репрессий, Второй мировой войны, репрессий, очень сложных 90-х, которые одни называют окном свободы, а другие самым тяжелым временем в своей жизни. И жирных 2000-х, которые кончились 2014 годом аннексией Крыма и 2022 годом войной против соседней страны. Ну, да, государство всему этому способствовало. Государство создает желаемые нормы поведения. И граждане начинают им следовать. У государства есть миллион очагов давления, чтобы это сделать. Ну, государство не занималось, допустим, поощрением доносов или конформизма в 90-е, но, тем не менее, привычка сохранилась. Видите, как ее легко достали из кармана? Ну, здесь, во-первых, все сложнее с доносами. Мы живем в клиентоориентированном мире. Мы все умеем жаловаться. Представьте, что вы, Катя, покупаете полочку в Икее, и она приносит ее, она не сворачивается. Вы звоните в поддержку. Поддержка вам не помогает. Дальше один раз не помогла, второй раз не помогла. Дальше вы пишете, например, разгневанный пост в Фейсбуке, и вы жалуетесь на Икею, вы отмечаете там Икею, говорите, как плохо они с вами поступили. Мы живем в мире, где мы все клиенты, где мы привыкли жаловаться, и, в принципе, это ситуация, нормальная. И вообще-то жалобы со стороны грамотного населения были головной болью уже в позднем Древнем Риме. Везде, где есть образованные граждане, которые умеют писать и читать, они будут всегда писать жалобы на поведение других граждан. И это некоторая аксиома. Вопрос заключается в том, как государство должно на эти жалобы реагировать, что оно должно делать. В сложном 20 веке доносы писали все и всегда. Во Франции тоже писали много доносов. Соседи на соседей во времена
вишистского режима во Франции. Это был просто вал доносов. Когда был ковид, во всем мире люди жаловались на поведение друг друга. То есть это в человеческой природе? Когда мы говорим в человеческой природе, это означает, что это заложено биологически. Нет, это не определено биологическими механизмами. Это некоторая культурная норма. То есть нас заставляют сидеть в карантине, а наши соседи сволочи, у них есть собака, они с ней гуляют, так они еще и собаку своим соседям одалживают, чтобы те гуляли. Вот такого рода жалобы были стандартны, доносы были стандартны как для Франции, так для России, так и для других стран. Понимаете? Вопрос в том, как государство будет на это реагировать. Теперь, что касается приручения или неприручения граждан, и что якобы эта привычка к насильству взялась из ниоткуда. Простой пример. Для вас слово «донос» – это хорошее слово или плохое? Плохое. Очень хорошо. А вот вы журналист. Вот вы видите заголовок. Ярославский депутат написал донос. Не царапает? Нет. Вот меня царапает, потому что донос вообще анонимная. Ну так это же советская шутка, да? Анонимка с подписью. В том-то и дело, что, понимаете, за последние 20 лет у нас происходит постепенная дестигматизация понятия «донос». То есть с него снимаются обвинения, слово «донос» становится абсолютным синонимом слова «жалоба». Но не это самое удивительное. Самое удивительное в другом. Что, например, вот у нас есть депутаты. Да? Депутаты. Какова для вас функция депутатов? Вот что должны депутаты делать? Депутат представляет интересы избирателей в парламенте. Правильно. Соответственно, одна из задач депутатов разбираться с проблемами населения и придумывать законы, которые бы их регулировали. Правильно. Соответственно, мы смотрим конструкцию в базе данных Интегрум. Это база данных всех российских СМИ, крайне полезная для исследования того, что происходит в России. Депутат пожаловался на дальше набор представителей исполнительной власти. Мэр, губернатор, мэрия и все варианты. Пожаловался, написал жалобу, попросил проверить высказывания и прочее. И выясняется, что да, депутаты этим занимаются, но в начале 2000-х газеты писали о таком поступке депутатов примерно в 3 раза меньше, чем сейчас. А дальше мы берем другую фразу. Депутат пожаловался, попросил проверить высказывание, написал донос, обратился с просьбой проверить высказывание в прокуратуру, Следственный комитет и так далее по поводу слов поэта, певца, блогера, просветителя, ученого и так далее. И выясняется, что в 2014 году вот такой вот вал публикаций, где депутаты, они выступают с жалобой, они жалуются, они пишут доносы. Это все заголовки газет. Они жалуются, пишут доносы в СК, в Следственный комитет, на писателей, поэтов и так далее, на творческую интеллигенцию. И одна кривая идет вот так, а другая вот так. То есть в газетах депутаты перестают себя вести как те люди, которые разбираются с исполнительной властью, помогают избирателям, а начинают все больше и больше выступать как такие моральные предприниматели, которые бесконечно на кого-то жалуются и ищут нарушителей для того, чтобы рассказать об этом силовым структурам, понимаете? Вот вам пример того, как донос, вот эта вот культура жалобы, политической жалобы становится социально одобряемым. Мало того, в ситуации репрессий люди очень быстро выучивают механизм так называемой приватизации репрессивного механизма, когда люди начинают использовать репрессии как дубинку, с помощью которых можно добиться желаемой цели. Вот, например, переписка в чате дома на Фрунзенской набережной в Москве. Наверху кто-то шумит. Вечеринка, например. Соответственно, в чате пишут, ругаются. Соседка не выдержит и говорит: так, я звоню в полицию и говорю им, что они поют украинские песни. Если они сейчас не прекратят, пусть пеняют на себя. Я вызываю полицию и говорю им, что вот это у нас украинская ячейка с песнями. Она знает, что если она позвонит в полицию и скажет, что они шумят, что они приедут? Скорее всего, нет. А ей надо максимально эффективно остановить орущих наверху людей. Поэтому она приватизирует репрессивный механизм. Учительница из Липецка мне пишет историю, как у них в школе под Липецком на батарею во время уборки школы этим летом кто-то повесил синюю тряпочку и желтую тряпочку.
И зашедший директор сказал: уберите немедленно, иначе кто-нибудь из нас донесет, и к нам приедет полиция. Кто-нибудь из нас донесет? Да. Это страх перед воображаемым доносом, понимаете? Он довольно эффективно работает в современном российском обществе, потому что мы сейчас все живем в модели тюрьмы, предложенным Бентамом. Это такая идеальная тюрьма будущего, в которой много-много заключенных, например, 1000, и один человек сидит надзиратель. Он в центре, все заключенные по периметру, и у них у всех стеклянные двери, стеклянные клетки. Соответственно, они не знают, в какой момент надзиратель на них может посмотреть. И если он на них посмотрит, и они что-то делают не то, будет очень суровое наказание. Поскольку они не знают, когда именно на них упадет взгляд надзирателя, вынуждены все время вести себя идеально. То есть Бентам считал, что это будет такая вот модель тюрьмы будущего. И сейчас вот наши информационные диктатуры, к которым некоторые относят режим в нынешней России, построен ровно таким образом. То есть у нас нет массовых репрессий в цифрах товарища Сталина. У нас есть точечные, довольно рандомные репрессии. Люди попадают под эти репрессии либо по мониторингу ФСБ, Центра полиции, это когда просто проверяют там социальные сети, либо око Саурона видит этих людей, потому что кто-то написал донос. Соответственно, у нас складывается парадоксальная ситуация, когда ты можешь написать антивоенный пост, и с тобой ничего не произойдет. Или ты можешь лайкнуть другой антивоенный пост, и тебя посадят. С антропологической точки зрения, если из поколения в поколение представителям, не знаю, одной деревни или одного города или одной улицы, выберите любую общность этих людей, допустим, бить по руке, если они почешутся правой рукой, к какому поколению все представители этой улицы или города перестанут чесаться правой рукой? Это не одного поколения. В одно поколение. То есть это не передается генетически. Это же если человека бить током по одной руке, он не будет ей не будет ее протягивать, будет ее прятать. Это Он сможет передать этот опыт своему ребенку? Он будет говорить им: да, не протягивай руку, тебя побьют, да, конечно. И внуку тоже? И внуку тоже, да, несомненно. Мы можем говорить, что 20 век драматически повлиял на представление россиян о своем настоящем прошлом и о том, как сохранить свою безопасность? Да, конечно, можем. Но все-таки люди в конце 80-х годов и даже начало 80-х, они не равны поколению 20-х. Не надо весь Советский Союз схлопывать там. Это первые люди, которые родились и выросли, не зная никого из предыдущих поколений. Я имею в виду из поколений дореволюционных. Даже наши с вами родители, а мы с вами ровесницы, даже наши с вами родители кого-то видели из тех, кто родился до революции. Несомненно, да. Нет, и передача исторического опыта, она существует. Другой вопрос, что если мы возьмем какие-нибудь страны, где не было советского опыта, но тоже довольно тяжелый режим, какой-нибудь там, не знаю, Африку, арабские страны, то мы там увидим тоже тяжелую ситуацию с доносами и неготовность к публичным выступлениям и рассказам про это, хотя никакого советского прошлого там не было. Сколько, по-вашему, времени требуется для того, чтобы нивелировать опыт предыдущих 100 лет в России? Я родилась в 1976 году, и моя юность, молодость прошла в 90-е годы. Я этого тоталитарного опыта я уже не чувствовала. Я считаю, что на моем поколении оно вполне нивелировалось. Анна Коробкова ваша ровесница, и Абатуров тоже. Да, Батуров даже он у меня моложе, он 85-го года рождения. Но он вообще полностью погружен в советскую жизнь. Он считает себя специалистом по этому периоду. То есть это оказалось очень легко вспоминаемо? Да. То есть у вас в режиме «беги», а у него, например, в режиме «вспомни, как было». Скорее он себя выстраивает как идеального помощника власти. Такого Он все время про себя писал, про что я неоплачиваемый, профессиональный доносчик, я помощник власти. Это для него такая идеальная модель поведения. В каком-то смысле это концепция служения Родине. Смотрите, такая замечательная ритуальная маска африканская. Она, например, маска из Мали. Ты одеваешь
изображаешь предка. Культ предков подразумевает, что у всех людей есть представление о мире мертвых. Очень часто это выражается представление о предках, которые где-то там живут, и они заботятся о своих. Поэтому, если ты их будешь почитать, кормить, они будут тебе давать здоровье, урожай, детей и прочее. Соответственно, устраиваются специальные ритуалы, в которых ты с этими предками встречаешься. И эти предки большие, маленькие, слепые или глухие, или они имеют какую-то аморфную форму, или у них там вырастают животные части. Вот они немножечко не такие, как мы. И вот, например, ты одеваешь эти маски, и вот как бы становишься очень высоким. А в Вологодской деревне, например, есть такие духи, которые их можно поймать, например, найти на перекрестке перчатку. Там живут духи, они помогают по хозяйству. Как нам рассказывали в одной вологодской деревне, их назвали Миша и Маша, а еще их называют сотрудники. То есть вот сотрудники, у меня сотрудники, говорит нам вологодская бабка. Это значит, что не то, чтобы у нее фирма с сотрудниками, а это значит, что вся деревня уверена, что вот у нее есть такие маленькие черные бесы, которые помогают ей по хозяйству. И если у нее там изба чистая, и печка всегда натоплена, и поленница ровная, то это значит, что это не просто все так, а сотрудники помогают. И вот они маленькие, черненькие. В очень многих обществах наступает, когда предки, прошлое, и все, что было до этого, становится важнее настоящего и, в общем, предопределяет будущее. И это же появилось в 2000-х в России и очень как-то явно и громко прозвучало. Сейчас звучит все громче. Меня поразил, например, момент, когда Путин шел к вечному огню и по пути встретил военного курсанта и спросил, кем ты хочешь быть. А курсант ему ответил: я хочу быть как папа, мой отец погиб на Донбассе. То есть он хочет быть как тот, кто умер. То есть он не хочет выиграть Олимпиаду, стать там кем-то. Он хочет умереть на Донбассе как папа. Это такой, то, что я называю путинский миллинаризм. Миллинаризм – это религиозное вообще тип движения, когда есть группа людей, которые верят, что мир скоро погибнет. И ты можешь спастись только если ты будешь делать что-то очень правильное. Прыгать каждый день на одной ножке вокруг жилища. Что-нибудь показывающее, что ты очистился, и ты можешь спастись. Миллинаризм стал очень популярен в 20 веке, и в некотором смысле Владимир Владимирович и другие наши представители политической элиты, они миллинаристы. Потому что в их картине мира мир явно гибнет. Весь Запад, он отравлен опасными технологиями. Запад постоянно экспериментирует с генетикой, покушается на семью, разрушает традиционные ценности в виде брака мужчины и женщины, экспериментирует с сексуальной ориентацией, экспериментирует с поведением людей. В их голове наступает апокалипсис, который разрушает правильные традиционные ценности. А единственным носителем этих ценностей является Россия. Она как бы такой островок в этом мире грядущего апокалипсиса. И чтобы спастись, надо придерживаться некоторых правил. И эти правила очень просты. Надо делать, как делают деды. Но оборачиваясь назад, этот лозунг «вперед к светлому прошлому», на самом деле, если мы на него посмотрим, то он тоже очень специфический. Потому что, например, с одной стороны, Владимир Владимирович Путин говорит, что мы хотим вернуться к... пионер – это хорошо, комсомольцы – это хорошо, он там все время про это несколько раз говорил. С другой стороны, он как бы поощряет хождение в церковь, он сам ходит на всенощную, стоит со свечкой и так далее. А вот теперь можете себе представить настоящее советское прошлое, где бы комсомольцы и пионеры ходили бы в храм и стояли там бы на службе. Такого быть не могло, понимаете? Он в своем идеальном будущем, которое как прошлое соединяет несоединимые вещи, то, что в Советском Союзе было крайне разведено. Да, это такой культ предков, построенный на страшном ощущении угрозы, что если мы не будем делать, как делали наши предки, если мы не повернемся назад, мир разрушится. Он и так разрушится, но только мы попадем в рай, если будем соблюдать вот эти правила. Да, мы не устраиваем пляски в таких вот масках, зато есть бессмертный полк, который вообще вырос из замечательной инициативы томских друзей, моих коллег, которые устраивали первые шествия бессмертного полка в память о людях, переживших войну. И смысл был поддержать семейную память. Постепенно он все больше и больше отбирался государством и превращался в нечто похожее на культ предков. Очень часто люди туда идут, потому что вот мой дедушка воевал,
или моя бабушка была санитаркой, и никогда никакого почета моей бабушки не было, а вот теперь, наконец-то, я принесу ее портрет и додам ей почет. Это тоже культ предков, тоже способ разговора с предком, только немножко другой. Постепенно бессмертный полк, он вот как раз к моменту начала войны, он выкристаллизовался в то, что мы должны постоянно повторять сакральный путь предков, делать как они. И во многом это послужило таким одобрением войны. Потому что вот они воевали, значит, и мы можем. Поэтому стихотворение Жени Беркович о дедушке, чьим именем побеждают, и который просит никаких побед моим именем, вызвало такой резонанс? Резонанс точно вызвало именно поэтому, потому что в обществе сейчас российском проходит очень резкая линия разграничения. Надо ли поменять вообще, а если надо, то как поменять? Это очень болезненная тема. И то, что в стихотворении Жени Беркович отчетливо дед говорит, вот вообще не надо устраивать как бы культ предков никакой, ни положительный, ни отрицательный, просто не надо, как бы это очень болезненно ударило по многим, потому что как бы людям очень хочется этого. У культа предков в среднероссийском варианте есть еще одна важная функция. Это способ объединить людей, которые между собой совершенно не знакомы, дать им испытать как бы эйфорию, единые, радостные, разделить одну радостную эмоцию. В современной России есть большая проблема. Проблема идентификации. Вот разрушилась Советская империя, Советский Союз распался, и как бы у людей нет идентичности. И нужны какие-то праздники, которые бы людей объединяли. Строго говоря, для этой цели товарищ Сталин придумывал Новый год в привычном нам ритуале с шампанским, с приходом Деда Мороза, с обязательным ритуалом празднования Нового года в любых детских садах, школах, вот везде, по всей стране должно праздноваться было одинаковым образом. И ровно для этой же цели бессмертный полк и 9 мая потребовалось современному российскому государству. Нужен был праздник, который имеет абсолютно одинаковую ценность и положительную. И этот праздник должен был бы всех объединять. И получается, что наша идентичность современная российская, она строится вот на этом культе предков. И все должны эти ценности верить. А дальше начинаются еще более интересные вещи, когда, например, детей в школах примерно где-то началось, скажем, где-то в 17-16 году, и чем дальше, тем больше, например, появилась такая милая форма, что они должны писать письмо мертвому солдату. Форма коммуникации с прошлым в виде письма мертвому солдату, там, своему дедушке, прадедушке, погибшему на войне, или просто случайному погибшему на войне, она, в общем, стала распространяться, и это тоже культ предков. И это рифмуется в обратном смысле с тем, как пионеры советского времени писали письмо пионерам будущего. То есть эти писали в будущее, а эти пишут в прошлое. Никто сейчас не пишет письма в будущее. Культ прошлого дестабилизирует ситуацию в обществе. То есть люди не имеют вообще никакого образа будущего, они имеют только все более и более изменяющуюся картину прошлого. Можно и так сказать. Мы с моим мужем провели много упоительных часов, считая в советских телепрограммах и в постсоветских телепрограммах, сколько раз там упоминался фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром», и сколько раз советские газеты, а потом постсоветские газеты упоминали салат оливье и прочие вот эти вот, как мы называем, говорим, традиционные атрибуты советского стола. Так вот, выясняется, что фильм «Ирония судьбы» с легким паром в советское время до распада СССР показывали очень мало. А вот эту традицию показывать «Иронию судьбы» перед Новым годом, она началась в постсоветское время, и она все усиливалась, пока эта традиция не сформировалась на Первом канале. То есть все люди 31 декабря должны смотреть один и тот же фильм, как праздновали Новый год 50 лет назад, и переживать заново и заново и заново. Также за последние 25 лет у нас необычайно усилилось вспоминание салата оливье, боя курантов, мандаринов и шампанского в всех статьях про Новый год. Получается, что каждый год журналисты все больше и больше пишут про эти традиционные советские ценности, празднования Нового года. Людям закрепляют в голове такую квазисоветскую идентичность с помощью салата оливье, понимаете? Зачем? Чтобы люди чувствовали себя единым целым. И это единое целое, это воображаемое сообщество должно быть больше, чем реальная география России. Они должны себя чувствовать, как бы, что вот они живут в Советском Союзе, и, в котором было комфортно жить. И как бы
все окружающие страны тоже должны как бы жить в Советском Союзе. И дальше получается, что вот мы создаем как бы вот такой образ, за который потом цепляемся. И это создает нашу общую идентичность, понимаете, там, кто такие русские, кто ест салат оливье. Очень нужен ритуал, который бы всех объединил, который вот как бы выражал идентичность. Вот мы те, кто победили в войне. У нас есть две, получается, идентичности. Мы потомки победителей в войне, и мы те, кто едим салат оливье на Новый год. Ну, то есть вот как бы примерно так. И как бы на этих двух реперных точках строится идентичность россиян. Например, в Германии так не происходит, потому что в Германии очень много разных земель, у них каждый там свои праздники, они очень отличаются своим рисунком. Немцы очень борются за сохранение как бы своего локального варианта праздника. Там какое-нибудь Рождество празднуют везде по-разному, там разные персонажи дарят подарки и все прочее. То есть как бы это по-другому устроено. Там как бы нет такой идентичности. А здесь идентичность есть. Вы чувствуете, как изменился язык, которым не только власть разговаривает с людьми, не только предметы вашего исследования, доносчики пишут свои доносы, но и люди разговаривают друг с другом. Появляются какие-то страшные эвфемизмы бесконечные, умолчания. И такой язык, как будто то ли из газеты вы вырезали, то ли мертвые заговорили. Ну вот я, например, слушала ваш разговор с дезертирами, и там были всякие прекрасные слова «за двухсотили», «за пятисотили». Это старые слова. Но они вот прямо сейчас входят в речь, не только военных, они прямо сейчас встречаются очень широко за лентой, за ленточкой, красная зона, серая зона. Это все действительно заполняет наш язык, это такой настоящий военный язык, а есть язык власти, вот это то, что я все называю словом «некраяс», потому что это одновременно язык говорения о смерти и о войне, и одновременно язык, убивающий смыслы, когда нам говорят про там, не пожар, а контролируемое горение. Это язык, который производит какие-то буквы, какие-то звуки, но при этом они ничто не складываются. То есть этот язык говорит: прохожий, проходи мимо, ты не должен ничего понимать, ты не должен реагировать, потому что этот некраяс, он не требует от человека никаких эмоций. И в этом смысле современный некраяс, он сильно отличается от гитлеровского языка Третьего рейха, потому что язык Третьего рейха, он толкал, наоборот, он мобилизировал людей на борьбу, мобилизировал на войну. Он все время требовал каких-то высоких эмоций, горения, сгорания. А наш российский некраяс, он такой, все спокойно, не взрыв, а хлопок, может быть, даже хлопочек. У нас не течь в метро, а у нас подтапливание, у нас не фронт, а у нас линия соприкосновений. Это такой язык, он немножко успокаивающий, понимаете? Язык ненависти у нас тоже существует там. Предатели, нацики, вырусь, вот это новое слово. Есть нерусь, это термин националистов, нерусь. А сейчас появилось слово вырусь. Это еще кто? Вырусь – это те, кто уехали. Вот мы с вами – это вот типичный пример выруси. То есть мы как бы вышли из состояния русских. И вот количество использования этого слова, оно растет последние 3 года очень стремительно. Люди всегда боялись смерти? Вы знаете, боязнь смерти, вот так как мы ее знаем, это скорее, мне кажется, достоинство и недостаток современного мира. Потому что когда у нас в нашем атеистическом мире отсутствует представление об ином мире, о том, что ты, умирая, просто если ты правильно умер, тебя правильно похоронили, если ты ничего не совершил плохого, то переводят в статус предка. Это почетно, это хорошо, как бы это правильно. Один мой информант в Вологодской области мне очень хорошо сказал: понимаете, говорит, я помню, как хоронили раньше. Вот там умер дедушка, его клали на стол в избе, он там лежал сутки, все там плакали вокруг него, прощались, потом его извезли на кладбище, все в этом участвовали. На утро на кладбище несут завтрак. Ты завтракаешь спокойным. Плотный, хороший завтрак, яичница, вот это все. И дальше потом ты еще ходишь. Ты к этой идее привыкаешь. Они как бы к тебе приходят во сне, они с тобой разговаривают, ты хочешь поговорить с ними, ты идешь на кладбище. То есть как бы страха смерти вот такого, как нам, присущий, нет, потому что дистанция ближе. А мы как бы обрубаем это все, мы не знаем, что за этой преградой находится, и от этого возникает страх. Это африканский костюм, он увешан, видите, зеркалами, которые как такие маленькие окошки в тот мир. Очень, по-моему, красиво. Вот это вот замечательный совершенно стенд маски ряженых.
с которыми люди одевали и ходили с ними по домам. Эти маски обычно изображали таких немножко персонажей иного мира. Например, на святки рождественские в России там изображали черта, врача и немца. Было вот 3 основных персонажа. Они все иномирцы, они все из чужих миров. Черт, понятно, как бы из иного нечеловеческого мира, врач из иного сословия, из иной как бы социальной группы, а немец – это просто любой иностранец, который вот приходит к тебе и живет где-то неподалеку, но все равно он не совсем как бы мы. Здесь, например, мы видим из таких масок, вот, например, маска цыгана и соседствующая с ним маска черта и соседствующая маска ведьмы. Опять цыган, ведьма и черт. То есть как бы 3 разных группы иномирцев. Здесь интересный способ передачи наследия. В музее человека, в котором мы сейчас находимся, они делают выставки тематические. То есть не по периодам, не по странам, а тематически. Здесь вот как бы одновременно мы видим и буддийскую скульптуру, мы видим и распятие, мы видим тотемный столб. Даже видим Шарля де Голля. Да, и Шарля де Голля, кстати, наверху мы тоже видим. И это все способы передачи памяти. Это, соответственно, бюсты, скульптура и совершенно замечательные тотемные столбы, где, видите, вот предки прям вот вырастают друг у друга. И они не просто вырастают, они как бы в буквальном смысле сидят друг у друга на голове или на половых органах, потому что как бы в этом и есть эта вот репродуктивная связь. Мы все вырастаем друг из друга. Это обряд перехода, когда мальчики, не обязательно мальчики, но в данном случае мальчики становятся воинами, они должны вот пережить символическую смерть, их отводят куда-то, и там они проходят специальный ритуал, где они сначала лишают статуса детей, а потом приобретают статус взрослых воинов. И вот в этой лиминальной стадии, в этой пороговой стадии, в этой пустоте возможна встреча с иным миром. Именно, кстати, по той же логике, вы знаете, до сих пор сохранился обычай хоронить, вот если, например, умерла молодая девушка, не дай бог, ее хоронят в подвенечном платье. Почему? Потому что она как бы умерла, не сделав важного, она не вышла замуж. И ей додают как бы это свойство быть замужем. Поэтому ее хоронят в свадебном платье. А в одной деревне на границе Украины и России мы записывали чудесное совершенно представление о том, что вот как бы люди ходили лечиться от рака на одну могилу. Мы спросили, почему на эту могилу. Выяснилось, что там похоронена женщина, которая была ничем не примечательна, кроме того, что она умерла в момент свадьбы. Она умерла в этой вот в переходе. То есть от одного состояния к другому. В лиминальной стадии миры сближаются. И поэтому она, умершая в этот момент, осталась на этой границе. Она медиатор между тем миром и этим. Поэтому к ней можно прийти с просьбой спросить предков о помощи. Современная Россия, 21 век. Тут такой предмет есть. Накладной животик. И этот накладной животик, опять же, его используют в ритуалах инициации. Это ритуал перехода, когда ты переходишь из одного статуса в другой. И вот между этим находится пустота, вот эта лиминальная стадия. И в этот момент, когда ты находишься вне любых социальных групп, ты как бы открыт к общению с иным миром, открыт к общению с духами. И духи, предки, они придут тебя благословить, например. И, соответственно, если ты хочешь, чтобы в твоей группе, в твоем племени рождались дети, надо, чтобы молодые члены племени были фертильны, поэтому вот как бы надевается такая накладка во время обряда инициации и как бы в надежде на будущие успешные беременности. И вот Дева Мария, которая тоже нам обещает страшное плодородие. Хочется сказать, что вот репродуктивный животик – это прямо как бы для нашей российской современной специальной репродуктивной операции посвящается. Это вот принуждение женщин бесконечно рожать. Вот сейчас у нас вот реально же идет специальная репродуктивная операция. Минздрав, например, решил побороться с оскорбительными словами, запретил старородящее слово и велел, значит, женщин за 30 называть возрастная первородящая. То есть как бы одно на другое поменял. Но в целом как бы реально специальная демографическая операция. Это отговаривание от абортов, принуждение к ранним родам, рассказы о том, как здорово иметь семью в 20 лет. Но не кажется ли вам это очень странным
и алогичным поведением государства. С одной стороны, говорят, бесконечно рожайте. С другой стороны, всех, кого вы родите, мы отправим на войну, и они там погибнут. С одной стороны, говорят про скрепы, невозможность разводов там, и так далее. С другой стороны, мы видим, что детский омбудсмен Львова-Белова может совершенно спокойно развестись, причем не просто развестись, а развестись с мужем-священником и выйти замуж за хозяина канала «Царьград», который тоже для этого предварительно развелся. И получается, что нет никакой единой линии, которая бы проводилась в жизнь от начала, то есть ее декларации, до конца ее реализации. Ну, получается, что да, у нас на самом деле эти скрепы, они такие квази-скрепы. Мы вот воссоздаем советское прошлое, но оно на самом деле не советское прошлое. У нас пионеры в этом нашем идеальном будущем ходят в храм, чего не было в советском прошлом. У нас действительно жена священника может развестись, и при этом она остается такой главной, одной из главных. Она не теряет статуса. Не теряет статус. То есть у нас квази, эти ценности, которые мы заявляем старыми, на самом деле они никакие не старые, они новые, просто их называют старыми. У нас скорее есть общая идеология, что нам нужно молодое поколение. И вот Путин в своей речи недавно говорил, что это очень большая проблема, демография. Вот ему прямо хочет, чтобы женщины много рожали, но при этом не говорится о том, что все идут на фронт. Нет, все будут помогать стране и будет выполнять какой-то долг перед Родиной. Быть операторами дронов, например. Но еще этот репродуктивный новояз, он все время рифмует со словом «долг». Я сейчас стала собирать коллекцию плакатиков социальной рекламы, в которых женщин подталкивают к выполнению своего долга. И там все время там есть плакат, например, где женщина держит на руках младенца, и человек в форме, и, соответственно, есть идея, что, значит, она его родила, не сделала аборт, а потом он же защищает страну. То есть, она отдала долг, и он отдает долг. Гражданин находится в бесконечном, неоплачиваемом долгу перед Родиной. И ты все время должен этот долг отдавать своим телом и своей жизнью. Я хочу обратить внимание на один из последних речей, кажется, Матвиенко против иноагентов, в которой говорилось о том, что мы их бесплатно учили, а они уехали со своим прекрасным образованием бесплатным, а мы им это образование дали, и мы теперь должны с них забрать деньгами. И эта идея, что граждане, они у Родины в долгу, это очень специфический как раз российский рисунок, которого, например, не встретишь во многих других странах. И женщина, она тоже в долгу, и она должна долг отдавать телом. Сказки – это часть фольклора? Да. И предмет изучения социального антрополога? И фольклориста, конечно. Какая русская сказка, по-вашему, описывает наш народ, нашу страну? Они создавались в то время, когда их сказители совершенно не думали ни о каком народе и ни о какой стране, поэтому это сказать невозможно. Я бы сказала, что типично русским вариантом является удивительный набор сказок с ярким выраженным женским персонажем, где девушка идет искать своего суженого. Это интересная вещь. А почему? Не знаю. Никто не знает. Но смотрите, устойчивые такие выражения. Например, такие как «Шура на дороге не валяются». Какого пола Шура? Понятно, что мужского. Таких как Валя разбирают щенками. Какого пола Валя? У нас огромное количество таких поговорок, таких народной мудрости, в которой рассказывается, как надо себе искать мужа, и этот мужчина, он написан как некоторый пассивный объект, который надо пойти завоевать. Мы с друзьями написали очень веселую статью с Анной Кирзюк и Летой Югай, которая так и называется «Мужик, от товарища к товару». Про то, как в России складывается очень специальное отношение к мужчинам. В частности, из-за войн, революций, репрессий и всего прочего складывается очень сильная диспропорция мужчин и женщин. При этом у них разная мобильность. Женщины где-то все время остаются с детьми, а мужчины все время как-то перемещаются. С одной стороны, страна победившего феминизма. То есть женщины работают, имеют право на работу такой же, как мужчины, имеют избирательные права, но при этом женщина все время находится в поиске мужчины. И мужчина оказывается таким ценным, немножко подпорченным товаром. Его надо найти, как говорят очень часто, особенно в Вологодской, Архангельских областях, взять в руки и его воспитывать. Он требует
ухаживать за собой, но при этом его надо беречь, охранять от посягательств. Не раз и не два видела, как, например, в Вологодской области женщины ездят на работу с мужчиной, чтобы его охранять. Или мобильник, то есть мобильник один на семью, только в руках у женщины. Она как бы такой секретарь и контролер одновременно. Она контролирует все разговоры мужчины. Я звоню информанту, поднимает номер женщина, слышит женский голос, бросает трубку. Так и 5 раз. Потом я прошу позвонить мужчину, тогда она соединяет с своим мужем. Мужчина – это ценность, его надо беречь. А если ты хочешь с ним расстаться, его надо передать в хорошие руки. Особенно в русском сфере это хорошо распространено. Представление о женской магии, что вот если, например, муж ушел к другой, то это он не сам ушел, а его что сделали? Увели. Приворожили. Его приворожили, ему наговорили на рыбные пироги. Разлучница зарыла ему рыбную кость под порогом, воткнула иголки в занавески, сделала еще что-нибудь. То есть мужчина такой объект, который как-то вот передвигается с места на место. Из-за него женщины борются. И это, понимаете, одновременно в ситуации реально очень тяжелой жизни и очень высокой ответственности женщины, потому что она часто оказывается одним человеком, который отвечает за воспитание детей, а также за выживание своих родителей пожилых. И мужниных родителей тоже пожилых. Да. И получается, что женщина, она как бы с помощью таких вот разговоров о магии, что это не он ушел, это у меня его увели, там сделали, наговорили на пирог, еще что-нибудь. Это способ вернуть себе такую агентность. Согласитесь, что он меня бросил, это как бы один подход. А его у меня украли с помощью заговора, это совсем по-другому звучит, правда? Угу. И сразу появляется как бы другой персонаж, вот другая женщина, которая как бы виновата в этом. Муж, оказывается, не виноват, с него снимается вина. Вот другая женщина виновата, с ним можно как-то бороться, сделать контрзаговор, ей зарыть рыбную кость под порог, ей капнуть, например, чтобы приворожить мужчину, популярный способ – это менструальную кровь капнуть в пиво или в чай, или в кофе. Вау. Да, именно поэтому, например, многие женщины, знакомые, запрещали мужчинам есть в чужих гостях. А, соответственно, чтобы отворожить, надо зарыть рыбную кость под порогом. А как в такой ситуации глобального дефицита мужчин, в такой суперценности мужчин, и в предыдущем опыте, когда женщины, в общем, за этих мужчин довольно сильно боролись, мы помним жены матерей, которые ездили в Чечню забирать своих мужей и детей, буквально с передовой. Да, и они их спасали. И они их спасали. А что сломалось в 22-м? А что здесь ломается? Смотрите, ситуация. Вот, предположим, мне там 17 лет. Я живу в Вологодской области. Я специально залетела от парня, который уходит в армию. Потому что так полагается. Меня все этого ждут. Он вернулся из армии, он даже на мне женился. Вот я родила ребенка, вот у меня уже второй ребенок. Деньги нужны, их нет. Он ничего не зарабатывает, он в возвращении армии начал пить, подрался по пьяни, ему светит суд. А у меня 2 детей, как бы он свою роль выполнил, он дал мне статус замужней. Это статус, к которому все рвутся. Дети есть. Так он как бы дома денег не приносит. Тут его можно отправить на войну, и он оказывается таким полезным карго, который приносит деньги. А моя миссия – воспитывать детей. То есть в этой ситуации сломалось то, что прежде за риск и смерть этих мужчин не давали денег, поэтому они их хотели назад, потому что так можно было чего-то большего добиться. Можно и так сказать, но в целом, понимаете, отправка людей на войну – страшная вещь, но за этими действиями стоят разные мотивировки. То есть мы не можем сказать, что вот все отправляют это как бы единой мотивировкой, но мужчина как ценный ресурс становится очень важным. В моей родной, любимой Вологодской области ровно так устроено, что это способ, когда мужчина становится сверхценным добытчиком. Потом, понимаете, как бы у всех людей, которые отправляются на войну, у них работает одно важное когнитивное искажение. Со мной не может по-настоящему случиться никаких плохих вещей. Пока человек в реальности не встретится со страхом, тьмой, смертью, кровищей и прочим, он будет продолжать верить, что плохие вещи со мной не случатся. И эти самые вологодские женщины наверняка думают так же, а деньги большие. И она рассуждает так, он участвовал в поножовщине, он и так может погибнуть. Он бухает с друзьями, и они друг друга ножиками режут. Так пусть пойдет, поможет нам, семье. А где в этом любовь?
Любовь – это как бы абстрактное понятие. Это я не психолог, и я как бы в таких терминах не рассуждаю. Я наблюдаю социальные практики. Ну, вы антрополог. Я уверена, что эта женщина, она считает, что она как бы любит мужа и любит детей, и делает для них все возможное. Ну, вы антрополог, вы наблюдаете, как изменяется расклад отношений в обществе. И если казалось вот до сегодняшнего момента, что гуманистические ценности идут вверх, вот любовь, забота о своих детях, не только чтобы там у них было что поесть и носки надеть, но и тепло, но и материнское внимание, но и еще много чего другого, нематериальных ценностей, то теперь как будто бы все это девальвировалось, как будто это ничего не стоит. Стоит, просто как бы в России очень низкие просоциальные ценности. Просоциальные ценности – это способность людей думать о нуждах других людей, которые не являются тобой. То есть, грубо говоря, выступать за права женщин, если ты не женщина. Ходить на митинги зоозащитников, если у тебя нет домашних животных. Российская власть последовательно занималась деполитизацией граждан. Даже не в смысле вот узком политике, а в смысле отучения граждан, участия в любых как бы публичных действиях в защиту тех или иных групп населения. То есть как бы от этого людей последовательно отучали. Любые действия, там, самые невинные, градозащита, ну, вот самое невинное, что бывает, и что встречает большое, на самом деле, понимание, это экология и градозащита. Представители власти, как правило, последовательно таких активистов на местах прессуют и не дают им это делать. В школах не обучать про социальных ценностей. Вот я интересовалась, как в Германии и в Америке это устроено, там, где вот младший класс школы, иногда детский сад, там детям говорят: а сегодня мы празднуем, не знаю, Рождество, а сегодня мы празднуем Хануку, а сегодня мы все индейцы, а завтра мы все приходим в класс в своем национальном костюме, и каждый приносит какую-то свою национальную еду. То есть как бы детей учат, что есть разные люди, у них как бы есть свои ценности, и мы должны как бы все жить в каком-то мире с пониманием этих ценностей. Но Россия так не устроена. Человек живет по принципу российский not in my backyard. Все, что не происходит у меня на заднем дворе, меня не интересует. Соответственно, нашу прототипическую вологодскую, архангельскую, московскую женщину, ее интересует, чтобы как бы ей детям было хорошо, что у этих детей был социальный лифт. А позиция мужа, участника, ветерана СВО, дает возможность социального лифта, понимаете? Поэтому, с ее точки зрения, она поступает супергуманистически. А когда настоящим шагом туда и сына посылает, это что тогда уже? Я не могу ответить на этот вопрос, но точно знаю, что, видимо, нет какого-то одного мотива. Мотивы бывают совершенно разные. Я слышала такой аргумент, что он тут спивается, у него уже один срок есть, еще раз сядет, а так он родине послужит, деньги домой пришлет, и, дай бог, армия сделает из него кого? Человека. Согласитесь, что такое объяснение тоже часто встречается? Ну, мне кажется, оно чаще встречалось до войны. У меня дома прятался от армии мой брат. И одновременно в этот момент зашла моя любимая соседка, и она, значит, как бы спрашивает, почему тут брат мой. Я говорю, ну вот армия. Она говорит, понимаешь, говорит, к армии готовится. И тут выясняется следующее, что, значит, для нее абсолютно была непонятна концепция прятаться от армии. Дальше состоялась 3-часовая антропологическая дискуссия, потому что она говорит, у меня же 2 сына было, младшего не взяли в армию, по весу не проходил, какая трагедия была, мне пришлось его откармливать. Для нее служба в армии – это важнейший социальный лифт. Тот, кто не служил в армии, что в Киргизии, что в Казахстане, это как бы люди потерянные. Мужчину, у которого как бы какое-то, знаете, на нем клеймо стоит, его на хорошее место работы не возьмут. Поэтому, конечно, надо служить в армии. У него была трагедия, что сын его с первого раза не удалось отдать, она вот кормила, и потом он прошел. Еще и взятку дала. Мой брат смотрел на нее квадратными глазами. А как вы считаете, вот этот разговор между людьми, ну, понятно, что все эти страты социально все больше и больше друг от друга отдаляются, дети от родителей, родители от детей, друзья от друзей и так далее. А этот разговор нужно продолжать, ну, даже через себя? Да, конечно. Одна из реальных проблем российской жизни, что люди не проговаривают ничего, что их тревожит. Они как бы это складывают, заваливают большим колодезным камнем, и дальше как бы это как в колодец где-то вот хранится. И хорошо бы поговорить про свои страхи.
людям необычайно тяжело, просто необычайно тяжело верить в то, что они живут под властью какой-то странной диктатуры, что то, что происходит вокруг, не очень правомерно, то, что нарастает такая легкая фашистизация. Это осознать очень трудно. Возникает страшный когнитивный диссонанс, потому что мозг взламывается, потому что то, что ты видишь глазами, и то, что тебе говорится с экранов телевизора, друг друга сталкиваются. Чтобы этот когнитивный диссонанс решить, мозг человека говорит: ты уходишь в спячку. Ты ничего не видишь, ничего не замечаешь, и только таким образом можно сохранить какой-то рассудок, потому что необычайно тяжело человеку жить в разладе со своей социальной группой, от которой ты ждешь одобрения. Люди по натуре своей не диссиденты, не протестующие, они просто хотят жить. А если бы вы выбирали, вы в какую бы эпоху хотели жить? В XIX веке. В XIX веке? Потому что это период великих научных открытий. Это период, когда ты можешь поехать в доселе неоткрытое место и его открытие писать. Это мир, когда ты можешь реально что-то сделать. Когда вклад одного человека в науку был необычайно велик. Это эпоха великого позитивизма, потому что тогда верили в прогресс, тогда верили в науку, тогда верили, что эти безумные войны, они скоро закончатся, и вообще мир становится более-менее единым, и гуманистические идеи, они начали проникать везде с прогрессом. Потом оказалось все не так. А потом появился Ницше. Да, потом появился Ницше, и вообще стало все не так хорошо. А вы в скольких автозаках в своей жизни побывали? По-хорошему, в одном, наверное. Был еще случай комический, нас забрали, сразу выпустили. Это было 6 мая, разгон Болотный. Там было так много народу забрано, что нас забрали и сразу выпрыгнули. В 2012 году? Да. А по-хорошему я посидела в автозаке в 2017 году. И у нас там было такое братство по автозаку. Страничка на Фейсбуке, мы переписываемся иногда. С несколькими людьми мы дружим до сих пор. Сколько из этих людей, которые были с вами в одном автозаке, уехали? Про половину я знаю точно. С некоторыми из них мы встречаемся здесь, в Париже, на митингах, удивительным образом. Многие уехали, правда. И это и понятно, потому что люди боятся. И страх – очень могущественная сила, которая не просто управляет многими россиянами, она же их и объединяет. Она же делает из россиян такую общность страха, сообщество страха. Потому что люди представляют себе свой трек. Я участвовал в событиях 2017 года, выходил на протесты, стоял с пикетом. А вдруг меня найдут, а вдруг меня познают по камерам. А к моей маме уже приходили, показывали мою фотографию с камер. И дальше люди, даже не дожидаясь реального ареста, реальной повестки, реального протокола, собирают вещи и уезжают. А не кажется ли вам, что эти люди, которые уехали, они прежде просто были лишними в своей собственной стране? Неожиданный вывод. Да не были они совершенно лишними. Многие из них были вполне устроены. Работали на Первом канале, например. Со мной сидел в автозаке звукорежиссер с Первого канала. Протесты 12, 11, 12 годов – это вообще протест благополучных людей. В общем, в целом. И мы опрашивали людей на протестах в 2019 году, в 2018, потом в 2021 на митингах в поддержку Алексея Навального. И, в общем, на самом деле, там был очень высокий уровень образования. И, кстати, в 2021 году был очень высокий уровень новичков. То есть на митинг вышли те, кто, в принципе, до этого ни на какие политические акции не ходил. Что не отменяет мой вопрос о том, что эти люди не были типичным россиянином. А кто такой типичный россиянин? С точки зрения чистой статистики, демографически типичный россиянин – это женщина 40-50 лет. Скорее всего, с высшим образованием, потому что у нас в России очень много людей формально с высшим образованием. Не существует никакого типичного россиянина, потому что судьбу страны часто решает меньшинство. Большевики тоже не были, типичным россиянином. Но, тем не менее, революцию они сделали. Но я не считаю, что те, кто уехал, это люди, которые были лишние. Просто кому-то нравилось, кому-то не нравилось то, что происходит. И кто-то очень сильно это не нравилось, хотел выражать
телом. Если этих тел много, то это несогласие становится видно всем. Особенность российского протеста современного заключается в том, что вот он как бы резко эволюционировал за последние 10 лет. Если вот в 2012-2011 году люди протестовали телом, и как бы считалось правильно, например, нормальный протест, собраться, там, не знаю, развернуть плакат. Но главное продемонстрировать своим телом, вот наличием себя в пространстве, что мы как бы против какой-то идеи, или мы поддерживаем какую-то идею. И нас столько-то. И нас столько, нас много. После 2011 года последовали ряд специфических законов, запрещающих там, фактически свободу слова, будем честны. И в результате мы сейчас имеем ситуацию, при котором возможность протестовать телом в публичном уличном пространстве отсутствует. То есть как бы ты можешь выйти на Красную площадь, попытаться что-то сказать, но тебя могут с большой вероятностью задержать тут же. Соответственно, остался либо вариант стоять пикетом в одиночке где-то неузнанном посреди леса, желательно и ночью, либо переходить к формам, то, что называется семиотического протеста, когда люди оставляют вместо себя протестовать знаки. То есть как бы они кладут куколку, убегают, эту куколку оставляют на поручнях моста в Петербурге. Или оставляют какую-то надпись, рисуют воплу. У вас кулончик «Нет вобли». Да, кулончик «Нет вобли» от друзей как раз подаренный. Пишут надпись «Нет войне». Пишут какие-нибудь замаскированные сообщения, которых очень много. Например, маскируют их под объявление. Висит обычное отрывное объявление. Вот на столбе. Человек подходит, гуляет с собакой. Подходит и от скуки читает объявление на столбе. Там написано «Компьютерный мастер» большими буквами, более маленькими буквами, не придет, потому что его забрали на войну. Большими буквами «Пропала собака, вознаграждение», фотография собаки, симпатичного спаниеля. Подходите ближе, смотрите, а там написано там, «Пропала собака» большими буквами, по кличке «Будущее» мелкими буквами. 24 февраля у нас отобрали будущее. Пожалуйста, помогите нам найти будущее, вернуть будущее нашим детям. Они без него будут тосковать. Этот плакат рассчитан на тех, кто заинтересуется просто объявлением на столбе. То есть он не может собрать много людей в одном месте, это невозможно. Но это такая попытка прорвать блокаду молчания, попытку объяснить, что существует и другая точка зрения. Например, вот идет за хлебом Марья Ивановна, одевается, берет сумку, заходит в лифт, а в лифте написано неприличное слово «Нет войне». Дальше она спускается вниз, выходит в подъезд, а в подъезде она видит надпись «Мы хотим мира». Дальше она там выходит из подъезда, идет на остановку, а на остановке написано «Умер тот, умрет и этот», что-нибудь такое. И как бы вот в ее мире начинает возникать и другая альтернативная точка зрения. В этом смысл семиотического протеста. А вы сейчас не выдаете желаемое за действительное? Нет, это не я выдаю желаемое за действительное. Вы знаете, как рухнула Берлинская стена? Все знают, что она рухнула очень быстро. Но перед тем, как рухнула Берлинская стена, в Берлине, в Восточном, стали появляться всякие шуточки, их стали писать на стенах. Те шуточки, которые до этого были на кухнях, а потом стали еще больше писать на стенах, а это превратилось в плакаты. Эта альтернативная точка зрения распространилась, и как бы все пошли рушить Берлинскую стену. То есть на самом деле так бывает. Берлинская история – это почти как бы уникальная история, но в целом семиотические партизаны, они не поезда подрывают, они подрывают смысл изнутри. Они не могут изменить бомбы, они не могут как бы остановить войну. Основной смысл семиотического партизана – это, как сказать, сохранить себя. Есть такое понятие одного немецкого историка – ангезин, то есть буквально своеволие. Ангезин, то есть своя воля. Книжка про немецких рабочих в кайзеровской Германии, что вот не разрешали им протестовать, вообще на них давили сильно. Они в своей повседневности делали какие-то такие знаки, даже не протест, это не протест в нашем политическом смысле, это вот знак собственной воли. И так и сейчас некоторые современные россияне, мы не знаем их число, которые как бы хотят сохранить вот эту вот свою собственную уверенность, свою собственную точку зрения, не совпадающие с официальной, они оставляют какие-то знаки. Они часто их делают, например, на своем теле. Там кто-то видит это близкие. Могут носить значки с поддержкой Украины снаружи, а могут носить внутри одежды. Люди не могут ничего не делать, как мне
одна мама сказала, гениальная мама, одиночка, мать двоих детей, сказала следующее. Я говорить боюсь, уехать не могу, и я не могу ничего не делать. Поэтому она по ночам встает, она художница, она делает куколки в таком как бы псевдонародном стиле. Украинская девушка с косой, маленькие. Она их оставляет везде, где может, потому что говорит, что вот люди видели, взяли в руки, почувствовали, посмотрели, поняли, что украинцы тоже люди, что вот как бы вот как они мило выглядят. Она их делает подчеркнуто не политическими. Она говорит, что это вот не важно. Надо, чтобы люди почувствовали, увидели в этих людях, кого мы бомбим, человека. Никакого другого разумного варианта для нее нету. Уехать не может, говорить боится. И у нее остается вот такой вот выход, такой вот тихого протеста. Я видела, в наперстке играют. Вообще, как это в детство вернулось. Я не думала, что такое может быть еще. Музей человека. Ой, как красиво. А башня-то вам нравится или нет? Я ее не люблю. То есть для меня это такой как бы символ туристического Парижа, потому что тут все туристы здесь. Ее хорошо видно, если вы садитесь в Орли вечером. Она такая вся сверкает, и видно прям очень хорошо. А какой район Парижа вам больше всего нравится? Ну, мы живем на левом берегу, в 5-м, на границе 5-го и 13-го, возле Ботанического сада. И мы там... 5-й нравится. 5-й нравится. Левый берег. Академический, спокойный. Но Париж, на самом деле, маленький по сравнению с другими городами. Здесь всего... 2 миллиона жителей. Вот, например, Лондон – это мегаполис. Международный, интернациональный мегаполис. На всех языках говорят, все знают английский, все куда-то бегут, с утра берут чашки кофе и мчатся. Париж – никакой чашки кофе. Началась моя миграция с того, что я мрачно с утра, в 8 утра брала стакан в Старбаксе и мрачно с этим кофе ехала на 5-часовые курсы французского. И на меня так смотрели в метро, и называли «Ля Американ», то есть американка, идти по улице, пить кофе, вот там 500 литров, это безумие какое-то. Кофе надо пить в маленькой чашечке. Очень крепкий. Очень крепкий, читая газету, а вот не вот это все. Согласна. Один из моих самых любимых мыслителей Жана Мери – это австрийский еврей, который чудом выжил в Холокосте. Он очень много писал о том, что с его точки зрения Нюрнбергский процесс, будучи проведенным достаточно формально, не отвечал на самый главный вопрос, на который следовало бы ответить. Вопрос о том, где берет начало зло и как человек может дойти до вот этой крайней степени зла, когда он дает себе право уничтожать себе подобных. Этого вопроса не было. Дальше, чуть позже, было у Ханны Аренд такое, в общем, упрощение про обыденность зла. Но это же не совсем ответ на этот вопрос. Есть ли в антропологии ответ на вопрос о том, как человек, как вид, как существо живое доходит до стадии возможности убить себе подобного? У животных обычно такое не случается. Да ладно. Вы видели волка, который убил бы волка? Льва, который убил бы льва? Конечно, волки могут вполне подраться из-за добычи. Из-за добычи. Конечно. Ну, то есть на ровном месте волка не убивает. Самец льва, захватив прайд, убьет, например, малышей, которые не от него. Это происходит сплошь и рядом. Лев отбивает себе прайд, группу самок. Там самец, предположим, убит, или он сам его победил. Дальше он, скорее всего, съест и убьет детей. Таких примеров довольно много. Проблема заключается в том, что вопрос добра и зла, как мы его понимаем, это две стороны одной медали. Мы высоко адаптированы к жизни в группе. Человек подавляет свои желания, свои стремления, чтобы соответствовать ожиданиям и стремлениям группы. Очень у маленького количества людей возникает желание идти против группы. И, как правило, оно возникает только тогда, когда у тебя есть своя маленькая группа, которая говорит тебе «выступи против большой группы». Соответственно, если вся группа говорит «убей других», человек в обычной ситуации пойдет и убьет. Желание человека быть со своей группой, согласиться с решениями группы, это помогает выжить, понимаете? То есть человек, который говорит, а я не хочу, с ним что-то не так?
в эволюции человека социальной выживали конформисты, те, которые подчинялись мнению группы. Очень был простой эксперимент проделан про отрезки Соломона Аша, знаменитый эксперимент 50-х годов, один из самых известных в истории. Его потом повторяли в Советском Союзе. Забавно, что с целью показать, что советские граждане думают не так. Но результат был тот же самый. То есть в американском варианте человек заходил в комнату, ему показывали два отрезка, один из которых был явно короче другого. И дальше всех людей в группе спрашивали, какого длины отрезка. Но все остальные подговоренные говорили, что отрезки одинаковые. Когда очередь доходила до человека, человек с очень большой вероятностью говорил, что отрезки одинаковые. Хотя он видел, что они разные. В варианте советском там были пирамидки, еще ярче пример, пирамидка белая, пирамидка черная. И взрослые дети, услышав про черную пирамидку, что она белая, говорили, что она белая. На вопрос, почему, они говорили, я не знаю, я не могу объяснить свое поведение. Дети говорили, потому что другие так сказали. Вот дети формулировали очень четко. По-честному. Да, а взрослые говорили, я не знаю, и не могу объяснить свое поведение. Люди будут врать, если другие будут тоже врать. Это называется социально одобряемое поведение. Как только что-то меняется, и поведение поменяется. Например, вот соцопросы показывают, что какое большое количество людей там поддерживает войну, поддерживает Владимира Владимировича. А предположим, что-то случается. Вот ситуация политическая изменяется. И что происходит? Там на улице выйдут какие-нибудь, я не знаю, 500 000 людей, которые скажут, что мы никогда, да мы не поддерживали никакую войну, да это все абсолютная неправда, да мы всегда сопротивлялись, я никогда в душе этого не поддерживал. И внезапно окажется, что вот вокруг нас все как бы не поддерживали войну. Потому что люди почувствуют, что не поддержка войны – это социально одобряемое поведение. Но вы думаете, что если сейчас вдруг тренд изменится по какой-то причине, то 99,9% россиян скажут, что вообще все это был морок и всем показалось? Не 99% про проценты я не скажу, но большое количество россиян, особенно городских, особенно образованных, особенно вот то, что называется креативный класс, они скажут, да, никогда мы этого не поддерживали. Многие из них сейчас так думают, они просто молчат, но новые тихие, вот это все. Но когда будет возможность, они будут говорить, конечно. Вопрос, который, в общем, задает себе каждый человек, который наблюдает за тем, что происходит с 14 по 22, с 22 по 25 год, это уровень агрессии, который, казалось бы, не было в людях 21 века и не должно было быть. Откуда она берется и почему людям при всем комфорте текущей жизни не удалось победить эту агрессию? Человек как биологический вид вырабатывал в себе разные способы сдерживать внутригрупповую агрессию. Она в нас заложена базово. Как заложена. То есть у нас шел отбор. Самки предпочитали все больше и больше самцов, которые будут друг с другом меньше драться, а больше ходить вместе на охоту и приносить какие-нибудь вкусняшки. Вот смотрите, вот этот стенд с приматами, которые являются нашими очень далекими предками, и что характерно, видите, зубы. Резцы. Угу. Ого, клыки прям такие. Да, клыки. Самцы способны этими клыками довольно сильно, вот тут неплохо тоже видно, вот видно, способны прокусить. Вот, например, шимпанзе. У них есть две цели в жизни – политика и секс. Они бесконечно друг с другом борются за место в иерархии, и, соответственно, чем выше иерархия, тем больше у тебя доступ к самкам. Этими клыками они могут довольно сильно друг покусать. А вот дальше мы идем к нашим ранним предкам человека – австралопитекам. Например, австралопитек ромадис. Вот видите, у него уже клыков нет. Угу. Хотя клыки были бы страшно удобны, потому что клыками удобно рвать сырое мясо. Соответственно, чтобы рвать сырое мясо, предкам людей пришлось изобрести дополнительный клык. Это орудия, которые здесь выставлены в изобилии, вот тут, то есть такие каменные орудия, которыми это мясо как-то раздирать, потому что, в общем, разжевать кусок мяса довольно неудобное. Значит ли это, что они уже перешли от покусывания друг друга к переговорам? Да, но, видимо, вот та ветвь, от которой произошли мы, оказалась где-то в саванном пространстве, в саванне, и такая жизнь требовала внутригрупповой кооперации, потому что это означало, что, во-первых, надо все время всем защищать малышей, на которых постоянно все нападали, а во-вторых, надо было кому-то ходить на охоту, а кому-то оставаться с детьми. Поэтому вариант жизни шимпанзе не подходил. У шимпанзе источники пищи висят вокруг тебя. Ты сорвал с дерева банан
и пошел дальше как бы драться. В такой ситуации ты можешь бесконечно конкурировать за самок. А предки человека так не могли. Поэтому отбирали, видимо, наименее агрессивных, но тех, кто может гарантированно принести пищу и договориться. Происходила так называемая феминизация самцов. Рост уменьшается, как бы мужчины и женщины сравнялись в росте практически, клыки уменьшились, самец стал гораздо менее агрессивен, гораздо больше стал стремиться к кооперации друг с другом. И так, собственно, сложились первые протообщества и протолюдей. И у нас как бы на самом деле довольно сильный механизм предотвращения агрессии. Например, вот если я вот так вот сейчас вот как бы сделаю какое-нибудь движение вам в лицо, все присутствующие здесь просто ринутся инстинктивно защищать, отталкивать меня. Потому что в нашей культуре как бы есть механизмы, сдерживающие агрессию. Мы не любим его проявление внутри нашей группы. Удивительным образом с этим связано появление агрессии в социальных сетях. Ударить друга в лицо, сказать что-то оскорбительное лично крайне трудно. Множество маленьких цензоров в голове тебе мешает это сделать. А когда ты пишешь кому-нибудь в комментариях в Фейсбуке, это гораздо проще делать, потому что ты не видишь того человека, и ты не находишься с ним в одном пространстве, эти механизмы не работают. И ровно с ослаблением этих механизмов и связана та странность, что так легко люди оскорбляют, угрожают другу в социальных сетях. Лично это сделать психологически гораздо сложнее. Феномен хейта, и он на самом деле был всегда, но просто так мне надо прийти ногами, на выступление Чарльза Дарвина, чтобы, свистеть и срывать его выступление, что проводилось многократно. Людям, которым не нравилась теория эволюции, они приходили, устраивали, срывали выступления. Сейчас просто это стало очень удобным. И ты, опять же, люди, которые это делают, они делают не в одиночку. Они видят множество других комментариев, и они пишут свой комментарий хейтерский. Они чувствуют, что вот они часть большого сообщества. Это опять же про историю, что я хочу быть частью сообщества. А эти уже наши такие дружочки? Но это уже птикантропы и ранние хомо. И, как мы видим, челюсть еще такая вытянутая вперед, но зубы уже маленькие, хотя на самом деле, как мы видим, такими зубами трудно что-то обрабатывать, в смысле мяса, поэтому приходится изобретать орудия и ими мясо резать, рвать, снимать шкуру, но при этом зубы все равно уменьшаются, потому что тебе очень нужен неагрессивный партнер. Есть совершенно чудесное исследование пигмеев Ака, живущих в Конго, это самые маленькие люди на Земле, и они, один замечательный антрополог, провел среди них 20 лет. И он рассказывает, как женщина, среди группы пигмеев Ака, какого парня девушки полюбят, кто является самым завидным женихом. Совсем не то. То есть он предполагал изначально, что будет клевый охотник. Им нравился другой парень, который охотился плохо, был лузер. Зато он каждый день возвращался с порцией орехов собранных. Вот он регулярно что-то приносил. Потому что, понимаете, как бы ты хорошо не стрелял из лука, все равно сегодня добыча пробежала мимо тебя, завтра нет. Это все вопрос удачи. Принесешь ты добычу или нет? А если ты хорошо орехи собираешь, то ты их с вероятностью 100% каждый день собираешь. Поэтому женщины выбирали того охотника, который может гарантированно обеспечить пропитание. И при этом ни с кем не будет ссориться, и не будет ни в кого другого из лука стрелять. Все такие древние эмоции, которые мы сегодня испытываем, это, в общем, такие квази-эмоции, которые испытывали наши предки. Мы ни на кого больше не охотимся, нам ничего не нужно добывать и так далее. Какова на сегодняшний день, с точки зрения социальной антропологии, природа человеческой агрессии? Вот это почему у нас не отмерло вместе с хвостом? Потому что мы по-прежнему, все люди, должны защищать себя и свою группу. И это А почему это свойство должно отмереть? Потому что группа по-прежнему существует, люди по-прежнему должны защищать. Группе не угрожает вымирание, если другая группа... Инвесторы на Манхэттене, какой-нибудь очень конкурентный бизнес. Там люди готовы по трупам пойти, чтобы получить какую-то должность. Миллион хороших и нехороших историй показывают, что существует конкурентность. Это тоже агрессия. Просто она, может быть, не выражается в прямом убийстве, но тоже агрессия. Человеческое общество, оно скорее направлено на то, чтобы контейнировать, сдерживать эту агрессию. Вот, например, как мои любимые пигмеи Ака, там, например, если мы возьмем на руки ребенка, как мы будем его держать?
мы обычно держим ребенка вот так вот. То есть голова прижимается сюда, лицом в плечо, в грудь. Как родители пигмеев Ака держат детей на коленях. Кстати, чаще папы, чем мамы. Лицом как бы от себя, вот, как бы садятся все в круг, дети сидят на коленях лицом друг к другу, лицом к обществу, потому что они должны научиться доверять друг другу. Это очень важно, потому что они говорят, что типа это дикая вещь, как европейцы держат детей вот так вот от других, потому что таким образом, как ребенок будет доверять друг другу, если он видит только родителей, только его плечо. Там как раз вот, например, очень много игр, как мы сейчас сказали, на смекалку групповых, но при этом любое проявление резкости, угрозы родителями мягко подавляется. Потому что группа должна выживать, она будет выживать, если только действует сообща. А куда девается эта агрессия? У них? Как сказать, агрессия появляется, это некоторая химическая реакция. Угу. Ее можно перенаправить, ее можно как бы растворить чем-то другом. Ты можешь побегать и этот накал сбросить. Ты можешь, там, не знаю, потанцевать, этот накал у тебя сойдет. Пигмеи Ака канализируют агрессию, бесконечный процесс поиска пищи и охоту, и собирательства. И в это как бы тоже уходят какие-то чувства, эмоции и энергия. Вот видите, верхняя часть черепа пятикантропа горнил, у него такой хохолок, такой гребень. Это гребень, куда крепились мышцы. Это были специальные мышцы, которые держали челюсть. И внутри челюсти бесконечно пережевывал траву. Видимо, осоку. И потому что он был вегетарианцем, ему приходилось все время жевать. И он, кстати, проиграл в эволюционной гонке как бы потом предкам людей, потому что как бы у него все время жевал, у него плохо развивался мозг. А те предки людей, которые стали мясоедами, они как бы съел кусок мяса, ты резко получил удар полезными вещами, жирами, белками, и они все напрямую идут, как сказать, на подкормку мозга, потому что у нас мозг требует огромное количество энергии. Поэтому мясоеды, они как бы лучше развивали мозг, вот эти они выжили. То есть агрессивный человек победил неагрессивного? Что значит агрессивный? Но он тоже, наверное, был, кстати, довольно агрессивный, потому что мы находим, как сказать, есть гипотеза, что потому что есть несколько скелетов, они разного размера, значит, у них был половой диморфизм, то есть самцы и самки были разного размера, и были самцы мелкие, самцы крупные. А это означает, что у них были гаремы, скорее всего. И, соответственно, бедный несчастный антрополог Гарни, точнее его двоюродный брат, у него был гарем, он должен был бесконечно жевать свою осоку и присматривать, какой-нибудь, может быть, еще хомять что-то мелкое, что можно переживать. И все время присматривать за женщинами, и все время бить других самцов. То есть опять мы имеем ситуацию не конкуренции, а имеем ситуацию, наоборот, постоянной внутригрупповой агрессии. И эта внутригрупповая агрессия ни к чему не привела. Я чуть-чуть вернусь в детство. А вы до Воробьевых гор учились в математической школе, верно? Да. А как там к вам относились? Булили вас там? Немножко. Но я могла и подраться, в принципе. За что у меня была 4 по поведению. Меня поставили за драку, 2 по поведению в первой четверти 1 класса. А из-за чего вы могли подраться? Нас 1 сентября привели в школу, мы стали такие нарядные, такая была вся в лентах. Со мной стоял мой приятель, с которым мы вместе учились в детском саду. И он меня спросил: Архипова, ты выйдешь за меня замуж? Я развернулась и как бы врезала ему со всей силы. И мы с ним тут же именно подрались. И дальше, значит, на глазах изумленных родителей, которые встречали детей с цветами из школы, по ступенькам школы выкатился такой клубок детей, а за ним такой километр белых лент. В общем, нам пили по 2 за поведение в четверти. После этого потом это превратилось в 4 годовую по поведению. Это за мной тянулся след. Вот вы учились в школе, где все было очень по-советски, а значит, там надо было много учить наизусть, значит, нужно было выполнять правила, там, ходить строем и учить не то, что тебе... И линейки были еще. Ими били или по ним писали? В них стояли. А дальше вы, говоря про лицей Воробьевы горы, говорили все время: нас там любили. Как вы считаете, вообще образовательный процесс должен быть построен на строгости и правилах или на взаимоотношениях?
Я считаю, что я была девочка-задрот. Да, я хорошо учился, стал реально смысл моей жизни, и я очень любила учиться, и атмосфера, построенная на любви, для меня была абсолютно идеальна, потому что только дай мне книжку в руки, и дальше все. Я, видимо, доставала учителей своими вопросами, прерывала их бесконечно, меня нельзя было остановить. Подозреваю, что не все учителя любили меня так, как я их любила, но тем не менее, мне кажется, все-таки надо воспитывать и в школе в любви. Советская школа, и даже постсоветская, она прям стояла на жестких дисциплинарных практиках. Мишель бы Фуко порадовался бы, изучая советскую школу. Как Мишель Фуко описывал власть в современном обществе, что есть эти капилляры власти, совершенно неважно, кто и что тебе предъявляет. Главное, что человек выучивает необходимость подчинения. В одном из своих лекций он приводил пример, как он посещал своих друзей в тюрьме, в СИЗО, в современном французском варианте СИЗО, после протестов студенческих 1968 года. И они там рассказывали, что в этом участке у них каждый день разные правила. Сегодня ходим вот так по кругу, завтра вот так по кругу. Сегодня мы едим суп, завтра мы не едим суп, сегодня мы едим квадратной ложкой, завтра не знаю, какой-то еще. Главный смысл этих правил и запретов – абсолютное подчинение любому носителю власти. Смысл этих запретов не важен. Советская школа построена на наборе. Возьмем, например, волосы, да? Мы все знаем, что у девочек были что? Косички. Дальше мы знаем, что там бантики коричневые и черные по будням, белые по праздникам. А дальше выясняется, что там было еще миллион запретов, которые в одних местах соблюдался, а в других нет. В одних школах рассказывали ужасы, что там, стоял директор и проверял наличие банок с пивом, делали прическу бабетту, такую а-ля французскую, такую башню на голове. Чтобы ее сделать, всовывали внутрь банку с пивом, обмазанную липкой конфеткой, чтобы волосы держались. В других местах таких строгостей не было. Но в целом любой учитель считал вправе сделать тебе замечание про прическу и это отрегулировать. Как учебе мешает челка? Да никак, просто это тот способ проявить власть. Воспитать тех людей, которые будут говорить «да» на любое самое дикое требование. И, собственно говоря, так и устроена советская школа была. В 90-е, когда буйным цветом расцветали самые разные новые и другие подходы к системе образования, в том числе в Москве появилась летняя экологическая школа. Вы были одним из самых любимых и самых важных ее преподавателей. Это была огромная биологическая тусовка. Я одно время там заведовала маленьким гуманитарным отделением. А в чем фишка была? Изначально просто это были школьники, как правило, школьники-биологи, которые победили на олимпиадах, и они ехали туда, собственно говоря, заниматься биологией, потому что, как во многих местах, считалось, что в школе учат недостаточно, в школе учат часто неправильно, а главное, что в школах далеких часто вообще чему-то интересному не учат. Если ты хочешь, здесь талантливый ребенок, надо дать шанс научиться. Этот шанс давали. Финансирования было очень мало, поэтому обычно это был полевой лагерь. Все жили в палатках или в школе, ехали в какое-нибудь интересное место далеко от цивилизации, с хорошим лесом. Можно было ходить, смотреть на птиц в 5 утра и прочее. То есть, это было больше связано с наукой, больше связано с образованием или больше связано с комьюнити, с счастливо проведенной юностью? Это, во-первых, было связано с наукой, потому что я видела много людей, которые занимаются наукой, которые искренне считали, что школьники, чтобы идут в науку, они должны заниматься наукой с детства. Вы согласны? Да. По крайней мере, для меня это сработало, потому что я первую свою экспедицию поехала в 13 лет. И была так очарована этим, что решила, что я всю свою жизнь буду ездить в экспедиции. И надо дать человеку шанс увидеть, потому что дальше школьник, который не получил хорошего интеллектуального пинка, он где-то сидит в своем городе, поступает в какой-то вуз, куда порекомендовали родители, а дальше он говорит: «О, боже мой, я мог бы учиться этому». Поэтому надо дать шанс. Поэтому это было про науку, это было про комьюнити и про многое другое. А про многое другое недавно вышло большое расследование Насти Красильниковой, журналистки, о том, что все это отсутствие советской кондовости в ЛЭШ имело и обратную сторону.
про сексуальное домогательство преподавателей по отношению к студенткам и вообще про очень нетривиальные отношения между всеми. И вы были одной из немногих, кто отказался давать комментарии Насте, и потом еще и «Медузе» отказались вы комментировать эту историю. А почему? На самом деле и Насте, и «Медузе» отказались комментировать много людей. По идее, ваши свидетельства должны были быть важной частью этого расследования. Я послушала часть подкаста, но, честно говоря, совсем маленькую. Я про многие случаи просто не знала. Это были, большая школа. Я перестала туда ездить, когда я попала в аварию. Меня машина сбила. Был 2003 год, кажется, или 2002. Было очень давно. После этого я перестала ездить. Если приезжала, то очень эпизодически, уже почти не приезжала. И, соответственно, основные сексуальные скандалы, они стали происходить позже. Это раз. Во-вторых, комментировать, из третьих рук – это сплетни. Это я сильно не люблю. И потом у меня, понимаете, есть какая-то своя такая история, что я помню свое собрание в Лэше, это, по-моему, 99-й год или 98-й. То есть задолго до всех этих событий. Мы там сидим, и я обсуждаю тему, которую я обсуждала много раз со всеми. Не знала ни про какие сексуальные взаимодействия. Обсуждала я вещи гораздо более невинные. Я говорила моим коллегам, что надо границы поставить. Понебратство со школьниками и со студентами, оно too much. Что нам, говорю я, не дай бог, я помню свои слова, не дай бог, кого-нибудь что-нибудь обвинят, и потом никто никогда ничего не докажет. И надо мной все там весело посмеялись, сказали, что я ханжа. И мы такие разговоры повторялись несколько раз. Тогда, это был 99-й, 98-й год, я была очень юна, отметим. То есть мне тогда было очень мало лет. 23. Да. В общем, от меня отмахнулись, никакие мои слова на это не подействовали. Ровно так же, например, я училась в РГГУ, и у нас там вокруг цвели, как и в МГУ, как и в высшей школе экономики, как и везде. Популярная история, когда, например, профессор красивый, привлекательный, адски умный заводит роман со студенткой. И всем это норм. Большинству норм. Я все время возмущалась и говорила, что это не норм, потому что он же руководит ее дипломом. Предположим, он ставит ей 5. Все хором говорят, он же ей ставит 5, потому что она с ним спит. Предположим, он ей ставит 2, и все хором говорят, он ей поставил 2, несмотря на то, что он с ней спит. Какой ужас. То есть любые оценки знаний оказываются нивелированы, понимаете, в такой ситуации. И я считала, что это в принципе неправильно. Значит, у тебя роман, пожалуйста, пусть она учится в другой группе, пишет диплом у другого человека. Вы должны как-то развести свои рабочие. То есть если роман, все равно, пожалуйста, то есть вы... человеку 18 лет уже имеет право на все. Они не должны кто-то, он уволиться, она уйти? Это мне кажется уже чрезмерностью. Ага. Ты поступил в этот университет, ты имеешь на это право. В конце концов, сердцу действительно не прикажешь. Но ты можешь находиться не в отношениях прямого подчинения. Это в твоих силах. Если у тебя завязались отношения с преподавателем, не пиши у него диплом, не сдавай у него экзамен. А это правда, что в начале 2000-х, в конце 90-х какие-то вещи сексуального характера казались действительно всем окей? А не то, что все молчали под страхом чего бы то ни было? Нет, конечно, было всем окей, да. Смотрите, мы сейчас обсуждаем то, что происходило в Лэше, очень плохо. Однако, по вашему вопросу, получается, что Лэш – это какое-то гнездо разврата, а в остальных местах было прекрасно. Там еще одно гнездо разврата – это 57-я школа, а в остальных местах было все хорошо. Да нет. Это просто, к сожалению, есть проблема, которая связана с тем, что когда сильные дисциплинарные границы падают, и людям становится интересно общаться, интересно делать одно дело, интересно ездить в одну археологическую экспедицию. Вероятность того, что у них завяжется романтические отношения, велика. Плюс прямые ситуации какого-то настоящего абьюза. Тоже, к сожалению, существует. В 90-е, в 2000-е все относились к этому очень просто. Все считали, что границ никаких не должно быть. Если девушка пишет диплом у преподавателя, у них роман, но при этом она у нее пишет диплом, то это так случается, и в этом нет ничего странного. Всегда так было, говорят мне.
Вот мне всегда казалась эта ситуация неправильной, прямо неправильной, потому что я хорошо помню такую неприятную историю, как у нас в группу пришла новая девочка, и тут же ее увидели там целующимся с преподавателем на Миусах. А дальше она попала в более хорошую группу по изучению одного иностранного языка. И все сразу подумали, что это он ее продвинул. Отношение к ней было абсолютно, ниже плинтуса. Потому что все думали, что это он толкает свою любовницу, понимаете? А на самом деле? А ему никто не знает. Вот в этом-то и минус такой ситуации, что никто не знает. С точки зрения социальной антропологии, то, что 90-е и 2000-е подвергаются ревизии не только в фильме «Предатели», но еще и в подкастах, в исследованиях, в интервью и в откровениях людей, участников тех событий, но с точки зрения новой морали. Новой этики, да. Новой этики. О чем это говорит? О том, что социальная эволюция существует, что мы это те листики, которых несет река социальной эволюции. То есть сначала мы были здесь, теперь мы тут. Понимаете, что Но с этой меркой подходить туда, это правильно или это не совсем верный метод исследования? Это хороший вопрос, потому что вообще-то с точки зрения большой исторической перспективы нет. Неандертальцы и кроманьольцы ели друг друга, занимались каннибализмом. Можем ли мы за это их обвинять? Нет, потому что у них были другие правила. Но если мы прилагаем правила, принятые по отношению к неандертальцам, к ситуации нашей жизни 20 лет назад, то получается, что мы тоже не можем судить поведение наших друзей 20 лет назад. Но, с другой стороны, получается, мы попустительствуем каким-то преступлениям. И это плохо, правда? Я не знаю, можно ли судить или все списывать, все грехи, это было 20 лет назад, списываем, это было сейчас, наказываем. Такая ситуация тоже кажется мне не очень правильной. Но мир действительно поменялся. Глядя на эти фотографии и эти манекены, я чувствую себя абсолютным ретроградом, запрещая дочери делать септум. И это, в общем, на самом деле одна из самых старых традиций для человеческого общества, телесные модификации. Когда человечество жило очень маленькими группами, 30 тысяч лет назад, 20 тысяч лет назад, когда это были маленькие группы охотников-собирателей, не было никаких наций, а все думали в рамках «я принадлежу этой группе, эта группа моя, все остальные чужаки». Соответственно, нужно было как-то продемонстрировать это единство, принадлежность к группе. Поэтому телесные модификации были чертовски важны. Кроме этого, когда общество начало развиваться, телесные модификации показывали статус. Отсюда, например, всякие сложные прически, сложные татуировки. Это модифицированные черепа, то есть ребенка новорожденного туго стягивают череп, что он принимал ту или иную форму. Таким образом, сразу видно по человеку, это нельзя никак изменить, какой группе он принадлежит. Самая известная, пожалуй, телесная модификация – это башмачки китайские. Угу. Телесная модификация, способствующая указанию, кто есть кто принадлежит к какой группе. Это обычно делались не для крестьян, а для статусных людей. То есть, когда мы своим детям запрещаем делать татуировки, прокалывать себе уши, носы, губки, губы и все остальное, мы запрещаем им примкнуть к той группе, к которой они хотели бы примкнуть? Да, конечно. Потому что это способ невербального, несловесного сообщения себе какой-то дополнительной информации. Когда я приехала в Ереван год спустя начала войны, я обнаружила, что там гигантское количество людей, россиян, бывших, ходят, все татуированные. Причем многие люди, они были татуированы свежими татуировками. Меня потряс один мой друг, он очень известный был преподаватель вуза, он эмигрировал, он набил большую татуировку. И это, видимо, связано с тем, что люди чувствуют, что начался новый этап жизни. Ты теряешь один статус, и ты приобретаешь другой статус. Но в процессе приобретения этого статуса ты находишься в ничем. И это страшное такое переживание. Ты хочешь что-то изменить, ты начинаешь модифицировать свое тело. Ты стрижешься как-то необычно, делаешь татушку, ты меняешь одежду и прочее, прочее, прочее. И видите, например, у этого черепа, который смотрит на нас приятно, у него спереди выбитые зубы. Это специально выбитые зубы, это очень характерный способ тоже создать отличительный знак принадлежности к своим.
Это вот невероятное человеческое стремление отдать им многое, чтобы принадлежать к своей группе. К вопросу о группах и о социальной антропологии. Люди, которые вот эти вот 3 года большой войны переживали в самых разных условиях, они имеют абсолютно разный опыт. Люди, уехавшие в эмиграцию, это один опыт. Люди, оставшиеся в России, это другой опыт. Люди, прожившие это время под бомбежками в Украине, это 3-й опыт. Люди, уехавшие из Украины, это 4-й опыт. И эти опыты, по большей части, не пересекаются. Как эти люди потом смогут ли начать разговаривать друг с другом и понимать друг друга? Мы уже, к сожалению, знаем, как люди переживают травматический опыт больших социальных катастроф. Возьмем, например, Вторую мировую войну. Как люди переживали опыт социальных катастроф. Люди в массе своей старались забыть. Люди, как правило, стараются максимально забыть все плохое, что было. Выковырять эту информацию потом из человека невероятно трудно. Людям, в принципе, свойственно травматический опыт максимально от себя отодвигать. То, что мы знаем, то, что создаются музеи, снимаются фильмы, вот эта плотина молчания, она прорывается, это специальные, направленные, крайне болезненные усилия. Известно, что, вот, например, говорить о Холокосте начало не поколение выживших в лагерях, а поколение их детей или даже честнее внуков. Это все началось в 60-е годы, когда люди, которые уже не сидели в Холокост, начали записывать и показывать и рассказывать воспоминания своих бабушек и родителей. И, в принципе, я подозреваю, что когда-нибудь война закончится, когда-нибудь ситуация закончится так или иначе, и люди будут в основном стараться всего этого травматического опыта не помнить. Они будут эту травму как-то в себе переживать, закатывать ее в банку, закручивать ее крышкой и складывать внутри. И это будет большая-большая проблема, потому что все будут стараться не помнить, с одной стороны, про преступления, с другой стороны, про бомбежки. Это не самый хороший путь для восстановления психологического здоровья людей, но так будет, скорее всего, происходить. Сколько я не разговариваю с моими друзьями, коллегами здесь, в России, в облаке, мне все говорят, что да, там у нас рядом живут украинцы, уехавшие, нам так стыдно, нам стыдно. Мы помогаем, но нам стыдно. А вы знаете, кому не стыдно? Детям. Дети уехавших россиян и дети уехавших украинцев здесь в эмиграции образуют невероятно устойчивые фразы. Потому что они там поступают в французские школы, или там, не знаю, в любые других странах. Welcome class, так называемый, где их учат языку. И они вынуждены общаться, изгои общаются с изгоями. И дальше они образуют теснейшие связи и дружат. И так я уже видела много-много-много десятки раз. Кстати, я действительно фольклорист, а не социальный антрополог. Я филолог, но просто фольклористика это наука, которая в российском языке ассоциируется с кем? В лучшем случае с Шуриком из операции «И», который, поехал собирать анекдоты и тосты, тосты записывал, тосты на Кавказе. И фольклористы становятся сказками, былинами, березками, песнями березки, частушки, вот это все. Это правда. Но фольклористика еще умеет много разного другого, что доказывает история с Коробковой. В некоторых странах фольклористика и антропология – это одни науки, в некоторых они очень сильно разведены. К сожалению, фольклористика страшно была погублена после Второй мировой войны. Потому что когда началось национальное строительство, когда начались создавать национальные государства, все увлеклись поиском национального духа. Этот национальный дух виделся в сказках, в песнях. Все бросили их собирать, изучать крестьян, какие маски они носят, какие песни они поют, какие танцы они танцуют. Когда возникает идеология Третьего рейха, которая, собственно, построена на поиске национального духа, то этому просто было придано очень большое значение. Огромное количество фольклористов должны были искать это наследие арийское, искать народные песни, сказки и прочее. В этом нет было ничего плохого само по себе. Но после того, как пал Третий рейх, фольклористика оказалась страшно компрометирующей, потому что за ней такой оттенок какой-то такой внутренней колониальной науки, которая изучает безграмотных крестьян и ищет в них этот самый национальный дух. Фольклористика давно не это. Фольклористика – это инструмент, с помощью которого можно поймать доносчика. Но это ощущение, оно погубило науку фольклористику в Европе. Ее просто не стало. Она существует в России,
И она как отдельная наука процветает в Соединенных Штатах и в Канаде, где очень много охотно изучают сообщества, те тексты, которые они распространяются, там, не знаю, какие дети тексты распространяют, какие игры они играют. Вы учились в РГГУ, в золотую эру РГГУ. Лучшие преподаватели, самые потрясающие курсы. Это правда. У нас, например, спецкурс по поэзии Мандельштама вел Михаил Леонович Гаспаров. У нас мой любимый учитель Сергей Николаевич Неклюдов вел у нас, собственно говоря, фольклористику. Гуревич вел у нас средневековую культуру немножко. Принцип организации РГГУ в то время был, по крайней мере, на истории... Топоров, по-моему, у вас еще был. Ну, он был у нас в институте, но он не вел занятий. Принцип организации РГГУ был лоскутное одеяло. То есть как бы кусочек того, кусочек того, кусочек того. То есть один курс брался, разбирался на много частей, его там читали разные звезды. А эти звезды, многие из которых были в советское время лишены права преподавания, они сидели по своим башням и слоновой кости, по своим научным институтам, вот они, наконец, дорвались до преподавания, и они рассказывали нам какие-то изумительные совершенно вещи. Неклюдов. Важный человек в вашей жизни. Очень. Он научил меня видеть мир, видеть знаки. Вот Шекспир говорил, что весь мир – это театр. Мы говорим в семиотике, что весь мир – это знаки. Вот мне Сергей Юрьевич научил мир читать как знаки. Кстати, между прочим, вот эта вот история, милой, замечательная история про Дианон Коробковой, я обязана лично Сергею Юрьевичу Неклюдову, потому что как бы вот это он меня учил много лет составлять таблички, выделять формулы, вот этой занудной, методичной работе по сбору текстов, их сопоставлению. И раз, два, и в один прекрасный день это применяется в практическом вот смысле. Вот так мы поймали доносчика. Но за этим стоял там 20-летний процесс обучения. Вот на здании музея человека, в который мы сегодня входили, там было написано наверху: «Никто не рождается сознанием». Человека надо учить думать. Это очень затратный процесс. Чтобы там я, Саша Архипова, там научилась чему-то и поймала доносчицу Анну Коробкову в 2024 году, на это работало дикое количество людей, начиная от моих любимых учителей в лицее Воробьёвы горы, к моей учительнице математики, Женя Семеновна Белюк, которая меня всему учила, и прочее, прочее, прочее. И Сергей Юрьевич Неклюдов. Это много людей. А с Неклюдовым вы еще в экспедиции ездили? Да, в монгольскую Монголию. Да, расскажите. Я занималась вообще только русским материалом. В какой-то момент мне это надоело. И я пришла к Неклюдову и говорю ему: Сергей Юрьевич, вот так и так, понимаете, плохо заниматься вот только одним материалом. Он говорит: да, плохо. Привел слова своего учителя Лизара Мелетинского, который говорил ему, что фольклористика не может быть несравнительной, что надо все время что-то с чем-то сравнивать, чтобы видеть закономерности. И я говорю: вот давайте монгольский, вот вы же там всю свою жизнь ездили в Монголию. Он говорил: но сейчас этих проектов нет, это было в советское время, сейчас никто не посылает, надо получать гранты. Я говорю: давайте. И он нас начал учить монгольскому и старомонгольскому. Мы получили грант и поехали. И так мы делали 6 лет подряд. И это был большой жизненный опыт, не считая того, что я там подхватила такую чуму, старший предок чумы, Эрсиниоз, от которого чуть не окочурилась в пустыне Гоби. Но в целом это было крайне интересно, и там было действительно очень много смешных историй. Ваша самая любимая? Она как раз очень, как я люблю, занудно, поучительно, но с хорошим концом. Значит, часть занудная. В Юго-Восточной Азии очень широко распространен миф о том, что в начале мира на Земле было много солнца. Поэтому они очень много светили, была очень сильная засуха, людям не хватало воды, все было очень плохо. И вот появляется могучий стрелок, в монгольском варианте звали Эрхимерген, и говорит: так, я, с этим безобразием сейчас разберусь. И он, вынимает свой лук и начинает стрелять по солнцам и убивает одно солнце за одним. И тут Бог, который все это создал, понимает, что сейчас все его творения вообще убьют. И он последнее солнце, он прячет. Он берет пиалку и прячет под пиалкой последнее солнце. Эрхимерген выстреливает, солнце спрятано, оно спасается, и снова выходит на небосклон, и Эрхимерген говорит: о боже мой, я абсолютный лузер. Какой же я лузер, нет мне места на земле. Отрезает себе большой палец,
Это как бы главный признак лучника, а еще это такой как бы метафора мужчины, и становится сурком, тарбаганом. Поэтому у тарбагана вот здесь вот под мышками человеческое мясо, то есть у сурка. И его нельзя есть, потому что в Монголии страшнейший запрет на каннибализм. Вторая поучительная часть, что из-за этого во всех местах Монголии распространились очень специфические запреты охоты на тарбагана, потому что есть-то хочется. Как можно этот запрет обойти? Если сурок немножко человек, это изменить нельзя. Как можно это обойти? Сделать себя немножко не человеком. Как будто на сурка нападает не человек, а другое животное. Поэтому в разных регионах Монголии существуют разные степени странности запрета охоты на тарбагана. Где-то нельзя стрелять из ружья только с луком, где-то надо носить какую-то шапку с ушами, изображающую как бы волка из себя или какое-то другое существо. Где-то надо молчать, чтобы не показывать человеческой речи. А, например, на востоке Монголии, где живут такие монголы Барга, они шьют такой костюм из шкурок, например, лисы, зайца и волка, такая смесь, типа комбинезона. Себя надеваешь и как бы ползешь к местам обитания этих сурков, изображая себя как бы не человека. И таким образом можно на них охотиться. И вот, значит, приезжаем мы уже едем обратно из нашего путешествия по Монголии, приезжаем мы в поселок Эрденет, значит, шахты, и разговариваем, мы в маленькой такой хрущевской квартире разговариваем с этим стариком, он там что-то такое бормочет, я стою в дверях, а там стоит его сын. Сын инженера, ему лет 40 с чем-то, работает на шахтах, которые только что купили американцы. И он, слушая наши вопросы, начинает мне с восторгом рассказывать, как он так любит охотиться на тарбаганов. Просто это такая любимая вообще охота, так замечательно. Но вот его жена, она задолбалась шить этот костюм из шкурки лисы, зайца и волка. Это все как бы очень сложно. Эти шкурки рвутся, они очень дорогие. И он как бы очень по этому поводу переживал. И тут, говорит он, нас американцы послали в Штаты учиться работать на каком-то оборудовании. И мы там, говорит, там сколько там месяц были, вот однажды нас посадили в машину, повезли в такой, говорит, большой магазин. И я ходила, смотрела, что же мне надо. И никак не мог придумать, что мне надо. И тут я увидел, говорит, и понял, вот он идеальный костюм для охоты на тарбагана. И я купил 3 себе и моим друзьям, и мы теперь охотимся, и моя жена абсолютно счастлива. Мы стоим в полутемном коридоре хрущевки, я смотрю на него, думаю, что же он купил в этом американском моле, что он мог купить, похожее на костюм на охоту на тарбагана. Я его спрашиваю, он говорит, да вот сейчас покажу. Открывает этот трилейный шкаф в полутемном коридоре, и там висит... Костюм индейца. Нет. Что-то типичное он купил американское в моле, что ему напомнило некоторую смесь зайца, волка и лисы, но явно же не индеец. Черт его знает. Еще раз. Ну, Саш, Лиса, волк, какое-то странное существо с очень большими ушами. Чебурашка. Какой чебурашка в американском моле? Кто. Микки Маус. Он отодвигает релейный дверцу шкафа, и там висит запыленный, поюзанный костюм Микки Мауса. 1-0. И тут мне представилась картина, как по монгольской степи, на закате или на рассвете, сохраняя гробовое молчание, на четвереньках ползут 3 гигантских Микки Мауса, пряча ружье. Можете представить эту картину? Мне стало так плохо, что я выползла в коридор, на улицу, и там просто... А в монгольской культуре не принято смеяться, особенно смеяться в лицо. Это, как бы, оскорбление. Чему нас учит эта история? Нас учит эта история тому, что мир удивителен. И я больше всего на свете люблю разговаривать с людьми. Когда вот я жила на Кубе уже потом, я ушла за кубинца, я жила на Кубе, и он родом из деревни, он совершенно прекрасный человек, он очень хороший химик, он профессор химии, он такой самоучка, знает много языков, но он родом из деревни Ретретия-Баха, что можно перевести как какая-то там нижняя задница. И это название страшно веселило всех кубинцев. А рядом, например, жили люди,
Это был совсем медвежий угол, и в этом медвежьем угле был еще один медвежий угол, где жили люди за большой дорогой. И люди в этой деревне вообще никуда не хотели ходить никогда, никогда. Они страшно боялись и презирали всех людей, которые куда-то едут по этой дороге, и они называли всех людей из другого мира, из другой деревни, из другой страны, из другого полушария, они всех называли одинаково. «Los juntos de la carretera» – «люди дороги». То есть вот как бы я человек дороги, все время куда-то еду. И я люблю собирать истории с этой дороги. То есть когда-нибудь я напишу книжку забавных приключений, которые со мной случились, я назову это «Люди дороги». Потому что это вот про дорогу, понимаете? Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость? Милосердие. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Правда. Родина или истина? Истина. Что будет дальше? Дальше какой будет подбор слов? Молчание или говорение? Говорение.